Когда мы думаем о разумных существах, кроме людей и других цивилизаций, то чаще всего представляем инопланетян. Но даже самые продвинутые космические аппараты демонстрируют нам пустынные пейзажи, как на этом снимке марсохода Perseverance. А что если взять иное измерение – время вместо пространства, и внимательно посмотреть вместо неба себе под ноги? Там, глубоко в Земле, может быть спрятано то, что мы мечтаем найти в космосе. Взрыв развития животных на Земле произошел 540 миллионов лет назад, в Кембрийском периоде. Современные люди существуют всего 300 тысяч лет. У жизни было достаточно времени, чтобы создать цивилизации до нас и привести их к гибели. Насколько, по мнению ученых, верны мифы, легенды и различные современные гипотезы о высокоразвитых существах прошлого? Кто почти 3 миллиарда лет назад смастерил глобусы из вечного материала? И какое послание оставит наша цивилизация своим преемникам? Гора Рашмор против атомного реактора. Что продержится дольше? Готовимся к старту. Сегодня мы совершим путешествие в прошлое. Нас ожидают просто космические впечатления. Если мы посмотрим на истоки, то у всех живых существ на Земле найдем универсального общего предка. Это бактерия Лука, которая жила 4,28–3,28 миллиарда лет назад в Архее. Никто не знает, как она выглядела на самом деле, потому что ископаемых остатков микроорганизма не обнаружено. Ученые смогли узнать о Луке с помощью генетики. Как это удалось? У всех живых существ есть генетический код. Представьте его как книгу, написанную с использованием алфавита всего из 4 букв: A, T, C и G. Они составляют 64 слова, каждая из которых содержит 3 буквы. А последовательность этих слов и есть генетический код. Вы – кактус на вашем подоконнике, паук на стене, ваша собака или кошка. Да, все мы родственники. Ведь наши гены написаны на одном языке. А бактерия Лука – семя, и из нее выросло древо жизни на Земле. Оно было не первым, но все началось с него. Планета со времени зарождения бактерии беспрерывно менялась. Бесконечные океаны теснила суша. Горы поднимались и опускались. За засухами следовали ледниковые периоды. Жизнь трансформировалась вместе с планетой. Вначале появились одноклеточные организмы, но миллиарды лет спустя существа стали намного сложнее. Мы, люди, уверены, что являемся в этой иерархии высшим звеном, самым разумным видом, когда-либо ходившим по Земле. Вершина эволюционной цепи? У нас в этом нет никаких сомнений. Хотя, если подумать, откуда мы знаем это наверняка. Давайте на мгновение представим, что некая цивилизация вымерла за миллионы лет до появления гоминидов. Точного определения цивилизации не существует. Однако мы обычно связываем ее с видом, способным изменять свою физическую среду в своем регионе или даже в планетарном масштабе. Как мы узнаем миллионы лет спустя, что такой вид существовал? Очень мало что осталось от неандертальцев, которые жили всего несколько десятков тысяч лет назад. Впрочем, может, определить это получится по каким-то косвенным признакам. Возьмем, к примеру, динозавров. В сериале «Звездный путь» идея их развитого общества обыграна в одном из захватывающих эпизодов. Чистая фантастика или в ней есть рациональное зерно? Чтобы во всем разобраться, давайте рассмотрим подробнее этот сценарий. Раньше считалось, что динозавры были невероятно тупыми. А как иначе? У древних ящеров, какими гигантскими они ни были, мозг оказался невероятно мал. Например, у бронтозавра, который обитал в меловом периоде, палеонтологи определили мозг размером не больше спичечного коробка. Какая толковая мысль могла родиться в такой маленькой голове? Но это видение, без сомнения, немного перебор. У бронтозавров было достаточно таких себе интеллектуальных достижений. Они контролировали и перемещали в пространстве свое 30-тонное тело, умели находить пищу, избегать хищников, воспитывать и защищать потомство.
Позже ученые обнаружили, что некоторые так называемые птичьи динозавры были предками современных пернатых. У птиц тоже маленький мозг, потому что им нужно летать. Но многие из них довольно умны, особенно вороны и попугаи. Нейроны в их мозге расположены гораздо плотнее, и у птиц в несколько раз больше нейронов на грамм мозга по сравнению с млекопитающими. А именно нейроны во многом отвечают за сознание и интеллект. Птичьи динозавры, например, тероподы, предположительно имели такую же структуру мозга, как у пернатых. Следовательно, древние ящеры могли быть намного умнее, чем предполагалось ранее. Мы не знаем этого наверняка, потому что мозг не окаменевает, и его нельзя напрямую изучить. Однако точно известно, что некоторые современные птицы обладают разумом. Они даже в состоянии использовать орудия труда и инструменты. Вот один пример, о котором рассказывали пользователи соцсетей. На железнодорожной станции в германском городе Потсдам решили утолить жажду две вороны. Одна из них нажимала кнопку на диспенсере для воды клювом, в то время как другая пила воду, которая текла. Обе птицы, должно быть, наблюдали, как люди используют кнопку, чтобы появилась вода, и переняли их опыт. Это явно разумное поведение, которое демонстрирует способность пернатых пользоваться инструментами. И птицы здесь не одиноки. Недавно доказано, что даже крокодилы, которые являются родственниками нептичьих динозавров, использовали инструменты. Почему тогда нельзя допустить, что динозавры делали то же самое? Самыми умными в настоящее время считаются троодоны, птицеподобные динозавры из мелового периода. Они соответствуют многим требованиям, которые мы обычно ищем в технологически продвинутых видах. Судя по размеру мозга, троодоны в виртуальном путешествии предстанут перед нами очень социальными существами. У них к тому же были длинные руки с ладонями и пальцами, так что ящеры теоретически обладали достаточной ловкостью, чтобы обращаться с инструментами и манипулировать предметами. Троодоны вымерли к концу мелового периода, около 65 миллионов лет назад, вместе со многими другими динозаврами. Это предположительно случилось в результате грандиозной катастрофы. Тогда в Землю врезался огромный астероид. Если древние ящеры к тому времени действительно развили какие-то технологии, то никаких признаков их деятельности не обнаружено до сих пор. Но мы знаем много разумных животных в современном мире, что служит в пользу версии существования таких же видов в прошлом. Ряд экспертов заявили, что сознание среди животных намного больше распространено, чем мы могли бы подумать. Например, осьминоги невероятно умны, способны решать сложные задачи, чувствовать физическую и даже эмоциональную боль. Одно из исследований предполагает, что осьминогам снятся кошмары. Другие эксперименты показали, что собаки, мыши, слоны также проявляют качества разумных существ. Или вот еще пример. Недавно ученые обнаружили кладбище детенышей слонов, и они, вероятно, похоронены своими сородичами. Интересный факт. Эти огромные млекопитающие способны узнавать свое отражение в зеркале. Крайне редкая способность среди живых существ, если не считать человека. Дельфины – это вообще отдельный разговор. Об их уме и изобретательности ходят легенды. Дельфины поражают своими эмоциональными способностями и самосознанием. Ни для кого не секрет, что эти морские млекопитающие понимают грусть и радость, умеют сочувствовать и сопереживать. Они не раз спасали людей из беды. Известно много случаев, когда при кораблекрушениях дельфины вытаскивали тонущих, отгоняли от них морских хищников и помогали добраться до берега. Как и слоны, дельфины способны узнавать себя в зеркале и обладают сложной системой общения, используя звуки и жестовые сигналы. Крысы, которые нас так сильно достают, отличаются способностью к обучению и решению сложных задач. Это очень хитрые, изобретательные и чрезвычайно выносливые животные. Они обладают отличной памятью. В каждой крысиной колонии существует иерархическая структура. Еще более любопытными кажутся и исследования пресмыкающихся и насекомых. Вот казалось бы, у кого разума никак не обнаружить. Однако многие из них, в первую очередь мухи и пчелы,
потенциально могут правильно оценивать самые сложные ситуации, а после этого выбирают лучший вариант поведения. Впрочем, некоторые исследователи настроены более скептически и утверждают, что все это не обязательно указывает на сознание. Но как бы то ни было, точно можно сказать одно. Ни один вид современных животных на Земле не создал чего-либо подобного человеческой цивилизации. То же самое можно предположить и по отношению к прошлому Земли, хотя нельзя отрицать и противоположный сценарий. Нет никаких доказательств того, что в доисторические времена не существовала некая цивилизация разумных существ, и ученые провели мысленный эксперимент, попытавшись выяснить вероятность возникновения высокоразвитого общества в древности. Глава Института космических исследований имени Годдарда Гэвин Шмидт вместе с профессором физики и астрономии Рочестерского университета Адамом Франком изучили силурийскую гипотезу. Она названа по эпизоду из киносериала «Доктор Кто». Там высокоразвитые рептилоиды, которые жили в силурийском периоде, вновь возродились в наши дни. Ученые сразу оценили версию о разумных рептилиях как чисто фантастическую. Однако в целом идея о цивилизациях до появления человека, по их мнению, способна оказаться вполне реальной. Какими могли быть эти сообщества? И кто их составлял? Исследователи судят об этом только на примере нашей цивилизации, поскольку другие пока неизвестны. Нашу 300-тысячелетнюю историю можно разбить на 3 периода. На первом, самом длительном этапе, который равен 97% времени, мы были охотниками и собирателями. Затем, во второй период, 100 тысяч лет назад, сельскохозяйственная революция привела к демографическому и технологическому прогрессу. Возникали государства и империи, строились города, развивались ремесла. На этот этап приходится 2,9% нашей истории. И только 300 лет назад мы создали технологическое общество, что равно 0,1% времени существования человечества. В первый период рядом с людьми жили равные по возможностям соседи. Неандертальцы, денисовцы, Homo erectus, Homo naledi. Они занимались охотой и собирательством, обустраивали себе жилища в пещерах, шили одежду, изготавливали украшения и умели многое другое. Например, точно известно, что неандертальцы лечили больных, хоронили своих покойников. Почему тогда именно человек разумный оказался победителем в эволюционной гонке? Мозг у людей и неандертальцев одинакового размера. Однако у человека больше нейронов, которые отвечают за мышление и возможность оценки ситуации. Скорее всего, это и погубило неандертальцев при соперничестве с людьми. Наши предки-кроманьонцы в борьбе за пищу и другие ресурсы могли полностью истребить своих соседей. В любом случае, мы точно знаем, что на Земле, кроме нас, жили разумные существа. Тогда почему бы не допустить, что какие-то еще обитатели планеты не создали в прошлом развитое сообщество? Только это случилось гораздо раньше, чем мы появились на планете, миллионы лет назад. Сохранятся ли подсказки о существовании такой цивилизации до наших дней? Ученые говорят, что ответ во многом зависит от уровня развития вида. Общество на ранней стадии, скорее всего, как и мы, занималось бы скотоводством и собирательством, строило небольшие селения. Время быстро уничтожит примитивные строения, превратит в пыль одежду и орудия труда таких существ. Да, но должны остаться окаменелости. Кости, отпечатки, следы. На самом деле это не самый надежный маркер. Чтобы окаменелости сохранились, целые миллионы и миллиарды лет нужна правильная кислотность, влажность грунта и другие подходящие условия. Такое сочетание благоприятных условий в природе встречается крайне редко. Возьмем одних из самых успешных доисторических животных, которых мы знаем, все тех же динозавров. Примерно за 165 миллионов лет все время их существования на планете было столько древних ящеров, что не сосчитать. Несмотря на это, пока найдено только несколько полных скелетов динозавра. Остальное – отдельные кости и их фрагменты.
Если представители древнего разумного сообщества, в отличие от динозавров, были немногочисленны, мы вряд ли отыщем их окаменелости. Но даже в случае удачи не удастся идентифицировать останки как древних охотников и собирателей. Представим, что неизвестная цивилизация поднялась до 2-го уровня развития человечества. Тогда она наверняка оставила после себя немного больше подсказок. Хотя здесь тоже все очень сложно. Здания, построенные, скажем, какими-то разумными млекопитающими, возможно, частично бы и сохранились. Только найти их очень мало шансов. Даже наши, казалось бы, многочисленные и огромные города по разным оценкам занимают от 3 до 5% площади планеты. Менее развитое общество было бы урбанизировано на порядок меньше. Чтобы наткнуться под землей на развалины его городов, надо перекопать целые континенты. Причем рыть придется невероятно глубоко. Впрочем, свое государство могли построить и водные обитатели, ведь основную территорию планеты занимают океаны и моря. Подходящие для этого условия сложились, например, в Нижнем Палеозое более 400 миллионов лет назад. Тогда наступил расцвет головоногих моллюсков. Теплые воды просто кишели наутилодеями. Если наши осьминоги так умны, то почему бы похожим на них существам в древности не проявить чудеса сознания? Теоретически можно представить, что они создали свою страну наутилусов. Вероятнее всего, под водой им не понадобились бы города, а также какие-то источники энергии. Их инженеры скорее сосредоточились бы на ирригации. Они отводили от морей под свое жилье каналы, строили пруды для разведения в пищу червей и мелкой рыбы. А в свободное время они наверняка придумали для себя невероятные подводные забавы. Например, проводили рыбьи бои и устраивали шоу, используя преломление света в воде. Только у нас нет шансов узнать, было ли подобное в реальности. Ирригационные сооружения головоногих быстро превратились бы в песок. От них самих сохранились бы в лучшем случае только раковины. А вот высокотехнологичная цивилизация наверняка оставит долговременные следы. Но что искать? Фрагменты зданий? Окаменелости? Синтетические материалы? Понять это поможет мысленный эксперимент, который провели ученые при изучении силурийской гипотезы. Они представили, что человеческая цивилизация исчезла. Можно подумать, что наши города с крепкими зданиями после этого простоят вечно. Но на самом деле время быстро сотрет их с лица Земли. Когда это случится, точно сказать невозможно. И все же давайте с помощью ученых прикинем, какой в разные временные периоды мы увидели бы Землю после исчезновения людей. К концу первого столетия почти у всех зданий развалятся крыши и железные конструкции. Мост Золотые ворота и Бруклинский мост рухнут из-за коррозии несущих тросов. Разрушатся и такие, казалось бы, крепкие конструкции, как колонны зала высшей гармонии в запретном городе Пекина. Еще 20-30 лет устоят толстые колонны помещения, хотя и они затем распадутся на куски. Некоторые вещи при разрушении будут создавать настоящие катастрофы. Хаос и уничтожение всего живого. Вот что наше наследие способно принести оставшимся на планете живым существам. Так из-за коррозии образуются пробоины в цистернах с токсичными веществами типа хлора. Ветер разнесет по планете ядовитые облака, которые по пути отравят все живое. Попав в воду, хлор вступит с ней в химическую реакцию и образует соляную кислоту. Это поставит под угрозу существование многих водных обитателей. Ценителей прекрасного сильно расстроит то, что быстро отправится в небытие множество шедевров архитектуры и искусства. Фреска Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» осыплется от чрезмерной влаги. Картина «Мона Лиза» гениального художника покрыта специальным защитным стеклом. Оно выдерживает попадание снаряда и бережет полотно от сырости. Однако за 100 лет шедевр полностью съедят жуки-точильщики. Уже через тысячелетия все станет намного хуже. От замков, домов, небоскребов, стадионов и памятников останется только пыль. К тому времени разрушатся и самые опасные объекты – атомные реакторы.
А вот их смертельная начинка, урановое топливо, распадется намного позднее, не ранее, чем через 24 тысячи лет. Это огромный срок, но, вероятно, уран надолго переживут гранитные скульптуры 4 президентов США на горе Рашмор. Гранит разрушается примерно на 2,5 сантиметра каждые 10 тысяч лет. Поскольку у нас и скульптур президентов имеют длину примерно около 6,4 метров, они останутся целыми 21 миллион лет. Еще дольше будут разрушаться сами скульптуры. Только они уже никого не сумеют восхитить своим видом, поскольку к тому времени окажутся глубоко под землей. Там же, в геологической летописи планеты, навсегда останутся изменения окружающей среды от наших технологий. В частности, чтобы обеспечить питанием населения почти 8 миллиардов человек, мы используем интенсивное земледелие. Для этого широко применяем удобрения, особенно азотные. Потоки азота перенаправляются на поля, концентрируясь в отдельных местах. Еще мы добываем огромное количество редкоземельных элементов для электроники. Сейчас на поверхности гораздо больше таких атомов, чем было до вмешательства человека. Подобные изменения будут заметны в отложениях сотни миллионов лет. И, конечно, мы надолго оставим после себя вездесущий пластик. Исследования показали, что немыслимое количество синтетического мусора уже скопилось на морском дне, от прибрежных районов до глубоких впадин и вод Арктики. Со временем пластик распадается на микроскопические частицы, которые останутся на дне в течение целых геологических эпох. Массовое сжигание ископаемого топлива, наверное, тоже оставит вечную отметку в истории планеты. Изотопы углерода, который выбрасывается в атмосферу при использовании такой энергии, отличается от других. Повышение температуры от применения ископаемого топлива вызывает не менее серьезные изотопные изменения. Эти сдвиги должны быть очевидны любому ученому будущего, который будет проводить химический анализ горных пород нашей эпохи. Если продвинуться дальше по временной шкале, то через миллионы лет на Земле не останется никаких признаков нашей цивилизации. Вернее, почти никаких. Да, кое-что сохранится, и в столь далекие времена, правда, придется хорошо поискать. Так руины некоторых зданий могут превратиться в окаменелости, хотя более вероятно, что они будут уничтожены в результате последующих движений тектонических плит. Но о человеческой цивилизации наверняка будут напоминать множество мелких обломков вещей глубоко под землей. Сохранятся некоторые из сотен миллионов керамических микропроцессоров с золотым покрытием. Сами устройства станут полностью непригодны, однако по ним можно будет сделать примерный вывод о достигнутом человечеством уровне развития. Также под землей будут встречаться осколки стекла, пластиковые бутылки и другие подобные предметы. А вот барьер в 100 миллионов лет никакие полиэтиленовые пакеты или бутылки не преодолеют. Их съедят эволюционировавшие бактерии, которые будут рассматривать все виды пластика как отличный источник питания. На таких сроках о существовании людей прямо напомнят лишь их окаменевшие скелеты внутри горных пород, а о материальной культуре – керамические артефакты. Еще на поверхности планеты могут остаться участки с радиоактивными изотопами на местах бывших могильников атомной индустрии. Сроки распада отдельных радиоактивных элементов исчисляются миллиардами лет. Кроме того, некоторые из самых глубоких шахт, которые вырыли люди, вполне возможно не затронет тектоника плит. Они сохранятся до тех пор, пока существует Земля. Эти шахты можно будет обнаружить с помощью сейсмического оборудования и георадаров. Откуда ученые взяли эти цифры? Здесь существует множество подсказок, и вот одна из них. Сейчас самый старый крупномасштабный участок поверхности находится в пустыне Негев на Ближнем Востоке. Возраст этой территории составляет 1,8 миллиона лет, остальная поверхность планеты намного моложе. При поиске древней технологической цивилизации нам следует опираться на подобные ориентиры. И ученые уже примеряют неожиданные изменения в геологических отложениях к силурийской гипотезе.
Интерес у них вызвал палеоцен эоценовый, термический максимум, который был на Земле 55 миллионов лет назад. Тогда средняя температура резко поднялась в среднем на 8 градусов. Ученые считают скачки соотношения изотопов углерода в этой эпохе подобными тем, что возникли в результате нашей деятельности. Является ли данный скачок тепла указанием на древнюю индустриальную цивилизацию? Палеонтологи, к сожалению, дают отрицательный ответ. Колебания температуры во времена палеоцен-эоценового термического максимума растут и падают с интервалом в несколько сотен тысяч лет. Подобное не соответствует потеплению от деятельности технологического общества. И в целом ученые пришли к выводу, что только изотопных всплесков в геологических записях недостаточно для подтверждения силурийской гипотезы. Нужны дополнительные доказательства, например, подходящие артефакты. Здесь им пригодились несколько интересных находок. В республике Габон обнаружен ископаемый ядерный реактор. Его возраст оценивается в 1,8 миллиарда лет, а время работы в 500 тысяч лет. Некоторые эксперты считают, что этот реактор не мог быть создан естественным путем. Для его самозапуска уран в Окла недостаточно обогащен, а вода должна быть гораздо чище, чем природная. Однако после тщательного изучения ученые отвергли искусственную природу этого артефакта. Ядерный реактор в Окла сумела запустить всесильная природа. Оказалось, что обогащенного урана тогда на Земле было больше, чем и кислорода, позволившего растворить уран в воде. И еще, чтобы создать столь весомые артефакты, цивилизация должна была существовать миллионы лет. Наша оставила бы лишь сантиметр в геологических отложениях, а более кратковременная – вообще миллиметры. Если мы даже и нашли следы такой цивилизации, то могли их просто не заметить. Также трудно будет распознать отпечаток сообщества, во много раз превосходящего нас по технологиям. Как предполагают ученые, столь развитая цивилизация не засоряла бы окружающую среду, а использовала более чистые источники энергии. Однако многие серьезные исследователи все же пытаются найти следы разумных существ до людей. В качестве ориентиров они зачастую опираются на древние мифы и легенды. Эти весточки из старины, по мнению сторонников их реальности, не могли возникнуть на пустом месте. К тому же существуют некоторые артефакты, которым наука не может дать бесспорного объяснения. Кто сотворил цивилизации в древних мифах? Чаще всего люди, но совсем не такие, как мы. Они обладают совершенно иными качествами, недоступными простым смертным. Больше 2000 лет живет легенда об Атлантиде. Еще в диалогах античного мыслителя Платона есть утверждение о реальности цивилизации под таким названием. В 421 году до нашей эры греческий философ в двух своих сочинениях «Тимей и Критий» изложил яркую историю и печальный конец этого чудесного государства. По словам Платона, Атлантида – огромный остров, лежавший в океане за Геркулесовыми столпами, то есть в современном понятии за Гибралтаром. В его центре возвышался холм, на котором цивилизация древних атлантов возвела храмы и царский дворец. Акрополь, верхний город, защищали 2 ряда земляных насыпей и 3 водных кольцевых канала. Наружное кольцо соединялось с морем 500-метровым каналом, по которому во внутренний порт заходили корабли. Жизнь Атлантиды в трудах Платона представлена настоящим раем. Народ там имел все необходимое для сытого, благополучного существования. Атланты в основном развлекались конскими скачками, любили попариться в термальных банях, благо на острове были 2 источника холодной и горячей воды. Для снабжения порта пресной водой древние умельцы даже повернули русло реки. В Атлантиде был введен запрет на золото и серебро, которые практически бесполезны и только разжигают алчность. Там существовало равенство мужчин и женщин, гармония между поколениями. Самих атлантов мы бы тоже увидели героями какой-то сказки. Они были очень высокими, темноволосыми и кореглазыми, с чрезвычайно сильными, идеальными по форме телами. Атланты обладали магическими способностями,
запросто могли лечить любые болезни, владели телепатией и гипнозом. Однако все эти сверхчеловеческие умения не спасли их от грандиозной катастрофы. Чудовищное землетрясение и наводнение в течение суток погубили Атлантиду, утопив в морской пучине. Как вам впечатление от этого рассказа древнего философа? Наверняка многим покажется чудесной сказкой с печальным концом. Ученые долгое время считали так же, не оставляя Атлантиде никакого шанса. Главное, что не сходились временные рамки. По сведениям Платона, катастрофа произошла 11,5 тысяч лет назад. В то время человечество только выходило из палеолита, древнего каменного века. Трудно представить, что где-то жил народ, в своем развитии обогнавший род людской на многие тысячи лет. Впрочем, энтузиасты долго не сдавались. В разные времена они упорно искали Атлантиду. Среди 50 точек на Земле, определенных ими для поисков, острова Зеленого мыса, Святой Елены, Вознесения, Канарские, в Саргассовом море, Америки и Скандинавии. Есть и совсем фантастические места, например, Бразилия или Сибирь, о существовании которых древний философ вряд ли даже подозревал. Свыше 20 экспедиций прочесали все эти местности. Никаких признаков исчезнувшей цивилизации никто не обнаружил. После этого Атлантиду Платона окончательно причислили к утопиям. И вдруг несколько десятилетий назад произошел сенсационный поворот. В наши дни некоторые историки и археологи признали, что в диалогах Платона все же содержится зерно реальных фактов. Недавно предложена новая модель грандиозной геологической катастрофы далекого прошлого. Она возникла из-за резкого смещения африканской тектонической плиты в северном направлении. Столкновение ее с европейской плитой вызвало на востоке извержение вулкана Санторин, а на западе – погружение в океан вулканических островов, один из которых был Атлантидой. Эта гипотеза не противоречит геолого-геофизическим данным современной науки. Так что Атлантиду, возможно, рано списывать со счетов. Во всяком случае, окончательно. Это подтверждает наш предыдущий опыт поиска древних городов и государств. Илиада Гомера тоже долгое время считалась вымыслом. Только в 1870-х годах знаменитый немецкий археолог-самоучка Генрих Шлиман нашел руины легендарной Трои и даже, по его мнению, клад царя Приама. Это событие вызвало всплеск разных теорий о навсегда потерянных цивилизациях в течение следующих 30-40 лет. Одна из них – высокоразвитое общество, которое существовало еще до ледникового периода. Идея об этом возникла у английского писателя Грэма Хэнкока в 1995 году. Автор гипотезы считает, что повествование традиционной археологии о нашем прошлом представляется неполным. В частности, не учитывается длительный промежуток, в течение которого на Земле существовали анатомически современные люди. Но ни одного развитого общества в это время они так и не сформировали. В связи с этим Хэнкок задался следующим вопросом. Почему наши далекие предки уже имели вполне сопоставимый с нынешним облик, по крайней мере 300 тысяч лет назад, а цивилизации начали возникать только около 6 тысяч лет назад? Писатель утверждает, что эти пробелы могут указывать на критические упущения в нашем понимании истории. Хэнкок считает, что его гипотеза органично заполняет этот пробел. По его мнению, примерно 12 тысяч лет назад, во время последнего ледникового периода, существовала развитая цивилизация мореплавателей. Это продвинутое общество имело глубокие знания в различных сферах, особенно в астрономии, архитектуре и математике. В качестве доказательств Хэнкок приводит слишком сложные свидетельства об астрономических знаниях и архитектурные артефакты, такие как Гёбекли-Тепе. Это место на юго-востоке Турции, где расположено древнейшее сооружение круглой формы. До 20 концентрических колонн, по оценкам специалистов, достигают возраста 12 тысяч лет. В то время, согласно современному видению истории, люди достигли лишь стадии развития охотников и собирателей. Однако критики теории на все аргументы находят возражения.
В районе странных колонн, например, не обнаружено никаких костей одомашненных животных, металлических орудий труда, надписей или керамики. Все это продукты, которые производили гораздо позже развитые цивилизации. Так что феномену Гёбекли-Тепе следует искать другие объяснения. Например, не исключена ошибка в определении его возраста, и на самом деле артефакт сооружен намного позже, когда человеческое общество достаточно развилось. Впрочем, это далеко не все доводы Грэма Хэнкока в пользу доледниковой цивилизации. Он привязывает к своей теории легенды о всемирном потопе, которые в той или иной версии есть в разных культурах. Писатель считает эту мифическую катастрофу реальной. Событие, по его мнению, произошло в позднем Дриасе. Так называется завершающий этап последнего периода оледенения, за которым последовала теплая пребориальная эпоха Голоцена. Тогда, примерно 11 800 лет назад, температура на Земле резко выросла. Подобная смена климата могла объяснить внезапное повышение уровня моря и глобальное затопление земель, которые были домом цивилизации до ледникового периода. Но, возможно, некие суда типа Ноева ковчега тогда спасли часть опытных мореплавателей от гибели. Тем временем понятие «борея» от слова «северный ветер борей» всплывает еще в одной интересной версии. Речь идет о мифической северной утопии под названием Гиперборея. Она была населена настоящими великанами, которые жили не менее 1000 лет. Могло ли население практически бессмертных гигантов сформировать развитую цивилизацию в северных пределах Азии? И главное, зачем исчезнуть без следа? Ну или оставив лишь смутные упоминания среди своих соседей. Теория гиперборейской цивилизации – важная тема в греческой мифологии. Некоторые исследователи предполагали, что она находилась на крайнем севере, в то время как другие связывали ее с такими регионами, как Британия, Северная Россия или даже Северное Причерноморье. В некоторых эзотерических или альтернативных исторических теориях Гиперборея иногда преподносится как место жизни предыдущей, более развитой по сравнению с нашей цивилизацией. Или иногда ее рисуют как золотой век некого доисторического общества людей. Есть еще более невероятная идея. Гиперборейцами некоторые эксперты видят инопланетян. В 1974 году такое предположение высказал Роберт Шарру, автор книг в жанре эссе на темы палеоконтакта, теории катастроф и мистических явлений. Он связал гиперборейцев с древней расой астронавтов. По его версии, разумные внеземные существа, таинственные инопланетные астронавты посещали Землю и вступали в контакт с людьми в доисторические времена. Сторонники теории предполагают, что этот визит повлиял на развитие современных культур, технологий, религий и биологии человека. Божества в большинстве религий имеют внеземное происхождение. Это потому, что передовые технологии, принесенные на Землю инопланетянами, ранние люди воспринимали как доказательство божественного статуса, что нам напоминает о пришельцах из далекого космоса. Например, сеть мегалит, разбросанных по всей Земле. Мегалитами называют гигантские камни, которые использовались для строительства доисторических сооружений. Только в Европе обнаружено более 35 тысяч подобных артефактов. Самый известный из них, наверное, Стоунхендж – древнее мегалитическое сооружение на равнине Солсбери, английского графства Уилтшир. Оно состоит из кольца гигантских вертикально стоящих камней. Каждый из них достигает высоты около 4 метров и весит примерно 25 тонн. Внеземное происхождение также нередко приписывают странным объектам на острове Пасхи. Это не менее 1000 древних монументальных статуй, которые называют моаи. Самые большие весят более 80 тонн, и их наверняка пришлось перевозить на северное и южное побережье острова. Это вряд ли было под силу древним людям. Впрочем, многие специалисты называют совсем иные, намного более поздние даты возраста статуй с 1300 по 1500 годы нашей эры. Еще один артефакт, наоборот, не может похвастаться размером.
Это крошечные шарики, найденные в ЮАР, которые размером достигают лишь около 3 сантиметров и походят на мини-глобусы. Только на них нанесен не современный, а однообразный пейзаж ранней Земли. Некоторые специалисты оценили возраст загадочных сфер в 3 миллиарда лет, а состав – как сплав из металлов. Эта технология под силу только развитым сообществам. Могли ли они возникнуть на молодой планете? В то время в атмосфере было еще очень мало кислорода. Жизнь на планете только зарождалась. Ее представляли безъядерные бактерии и археи, которые обитали в океане и не нуждались в кислороде. Только пришельцы могли оставить такие высокотехнологичные изделия в те времена. Правда, большинство геологов склоняются к мысли, что шарики имеют естественное минеральное происхождение, и никакие инопланетяне здесь ни при чем. Сама идея о том, что древние астронавты посещали Землю, не воспринимается всерьез большинством ученых. Однако нет достаточных оснований этот сценарий полностью отрицать. Равно как и другую теорию об инопланетянах. Только она не отправляет внеземных астронавтов обратно в космос. Она вечно привязывает к нашему миру. Развитая цивилизация из глубин Вселенной, которая появилась на Земле задолго до человека, по сей день скрывается глубоко под поверхностью планеты. Мы слышали много подобных рассказов и раньше. Они полностью считались чем-то из области фантастики. Однако недавно подобную версию выдвинули исследователи из Гарвардского университета и Технологического университета Монтаны. Их предположение связано с многочисленными свидетельствами о появлении в нашем небе летающих тарелок. Да, но тут у любого из нас возникнет один вопрос. Какая связь между странными летающими объектами и подземным царством неких существ с подозрительной внеземной родословной? Давайте разберемся в этом вместе с учеными, совершив путешествие с небес под землю. Вы заметили, что интерес к необъяснимым наблюдениям неких летающих объектов в последние годы резко возрос. Свидетельства о таких феноменах возникают просто одно за другим. Только за последнее время очевидцы заметили в небе над Манчестером НЛО в виде огненного шара. А тысячи людей в ночь с 5 на 6 июня в Казахстане наблюдали в небе странные огни. До сих пор идут споры, были это метеориты или залпы новейшего оружия. Но большинство свидетелей склоняется к мнению, что в небе светились летающие тарелки инопланетян. Многие люди заявляли даже о прямых встречах с внеземными существами. Но никаких подтверждений этому не было. Очевидцы в основном вспоминают инопланетян как небольшого роста человекообразных созданий с серой или зеленой кожей и яйцеобразными головами. В остальном описания разнятся. Пришельцев характеризуют как необычно щуплых или, наоборот, плотных, с большими, иногда скрученными в трубочку ушами, либо вообще без них. Большинство сходятся на том, что незнакомцы обладают даром телепатии и внушения. Но это рассказы обычных людей, возможно, слишком впечатлительных, с неустойчивой психикой, склонных к мистификациям. В их утверждениях легко усомниться. Труднее оспорить свидетельства более подготовленных очевидцев, например, военнослужащих. На слушаниях, которые дважды проводили в Конгрессе США, названо 400 случаев фиксации необъяснимых явлений в воздухе военнослужащими, особенно летчиками. 3 самых известных объекта поймали в кадр экипажи самолетов ФА-18 над Тихим и Атлантическим океаном. Съемки велись с помощью передовых инфракрасных модулей АТ-ФЛИР, которые крепятся к фюзеляжу самолета. Особенно бурная реакция последовала после показаний бывшего офицера разведки ВВС США Дэвида Груша в Конгрессе США. Груш утверждал, что США участвовали в давней программе по поиску инопланетных космических кораблей. Это разожгло общественное и научное любопытство, побуждая даже НАСА расследовать таинственные высокоскоростные объекты, о которых сообщали военные пилоты. Несмотря на многочисленные отчеты Пентагона, достоверных доказательств внеземной жизни так и не было найдено. Законодатели пришли к выводу, что никаких таких зеленых человечков или разумных ящеров в нашем небе не летает. Однако гарвардских ученых это не остановило, и они создали несколько интригующих версий.
Одна из теорий предполагает, что мы являемся остаточной формой древней высокоразвитой цивилизации, которая продолжает наблюдать за нами. По другому сценарию, пришельцы добрались до Земли миллионы, а то и сотни миллионов лет назад. В то время еще не появились местные разумные виды – неандертальцы и кроманьонцы. Внеземные существа выбрали себе полностью защищенное место базирования, скрытое от лишних глаз, под поверхностью планеты. Другие варианты включают гостей, прибывших из иного временного периода. Либо нас посетили сущности, описанных авторами гипотезы как менее технологичные, а скорее магические. Чаще всего они похожи на земных ангелов. И действительно, есть немало древних свидетельств о пришельцах, которые, скорее всего, воспринимались в свое время в качестве богов. Индийские археологи недавно обнаружили доисторические наскальные рисунки возрастом 10 тысяч лет. На них изображены гуманоиды, а рядом с ними объект необычной формы на 3 опорах. Можно предположить, что это космический корабль инопланетян. Недавно в заповеднике Свага-Свага Танзании археологи, возможно, тоже увидели инопланетян глазами жителей Древней Африки. В том месте откопали 52 доисторические стоянки, и в них наскальные рисунки. На одном видны загадочные фигуры человекообразных существ с гигантскими головами. Они очень похожи на инопланетян, которых мы видим с экранов телевизоров. Есть и множество других археологических данных о пришельцах, которые посещали Землю. Внеземные существа не просто наблюдали за людьми, они периодически помогали нашим предкам вести созидательную деятельность, когда советами, когда непосредственно технически. Люди понимали, что контактировали с иными, считали их богами за мудрость и сверхчеловеческие умения. Как примеры впечатляющей древней инопланетной деятельности ученые приводят подводные пирамиды у берегов Японии и высоченную башню на обратной стороне Луны. Пирамиду, точнее гигантскую ступенчатую конструкцию, высеченную из камня, обнаружил японский дайвер в 1987 году у берега острова Рюкю. По оценкам, ей около 10 тысяч лет. Скептики, правда, считают, что ступени японской пирамиды образовались естественным путем. То же самое с башней на обратной стороне Луны. В НАСА утверждают, что никакого сооружения на самом деле там нет. Есть лишь иллюзия возвышающегося вертикального строения с площадкой наверху. Ее создает небольшой кратер на гребне крупного кратера Марсениус-И и порода, осыпавшаяся в него. Но существует ли свидетельство о том, что базы инопланетян расположены под землей? Исследователи выделяют наблюдения странных кораблей и необъяснимых явлений, таких как светящиеся шары. Эти таинственные объекты появляются и исчезают в местах потенциального доступа в недра планеты, например, в жерлах потухших вулканов. Неизвестные объекты сторонники теории расценивают как летательные средства криптоцивилизации. Они взлетают со скрытых подземных или подводных баз. Бывший член Палаты представителей США Майк Галлахер поддерживает эту гипотезу. Он уверен, что древняя цивилизация, возможно, долго скрывалась от людских глаз под поверхностью Земли. Теперь инопланетяне по какой-то причине решили, что пришла пора постепенно, очень осторожно о себе заявить. Исследователи предполагают, что криптоземляне могут принимать нечеловеческие формы, например, приматов или рептилий. Иногда они становятся точь-в-точь, как окружающие люди, и их невозможно отличить в толпе. Кроме того, отдельные виды криптосуществ, скорее всего, скрываются на Луне. Гарвардский астрофизик Ави Лэб, в свою очередь, думает, что древние цивилизации существовали до людей на Марсе и Земле. Они эволюционировали в разное время, разделенные миллиардами лет, потому остались неизвестными друг другу. Исследователи из Гарварда утверждают, что такие гипотезы заслуживают внимания из-за некоторых необъяснимых с точки зрения науки наблюдений за НЛО. Ученые призывают держать эти нетрадиционные идеи под рукой. Их невероятные версии еще могут пригодиться, ведь исследования феномена летающих тарелок продолжаются. А тем временем можем подвести итоги нашего путешествия в поисках доисторических разумных существ. У нас нет точных сведений ни об одной промышленной цивилизации.
которая предшествовала появлению разных людей. И в то же время ее нельзя полностью исключить. Чтобы найти такие цивилизации, по мнению ученых, потребуется разработка новых методик и технологий. Это может пригодиться не только на Земле, но и на Луне, Марсе, Венере. Мы знаем, что раньше и Марс, и, вероятно, Венера были более пригодными для жизни, чем сейчас. Луна же просто близко от нас, и ее теоретически могла когда-то освоить цивилизация, прилетевшая туда с Земли. Возможно, однажды мы изучим геологические отложения на этих небесных телах и найдем более точный ответ. Не исключено, что он станет настоящей сенсацией. Кто знает, не ждет ли нас там уже миллионы лет весточка от братьев по разуму? Или она находится буквально у нас под ногами, глубоко под землей? Пока здесь вопросов больше, чем ответов. Ищем дальше, путешествуем в поисках новых доказательств и артефактов. Если разумные существа или древние цивилизации до человека когда-то были, рано или поздно мы обязательно найдем их следы. Огромные животные на Земле встречаются крайне редко. Но если посчастливится встретить такого гиганта, он наверняка вызовет восхищение, привлечет своей силой и мощью. Неудивительно, что места наблюдения за самыми большими существами в мире, синими китами и дайвинг с ними, входят в число крутых туристических маршрутов. Впрочем, в истории планеты были чудовища покрупнее. Этих гигантов можно сравнить с самыми тяжелыми орудиями на полигоне размером земной шар, где беспрерывно велась битва за выживание. Что за бронированные живые танки пробивались сквозь чащу в поисках добычи, ломая все вокруг? Кто заставлял землю гудеть и дрожать от своего бега, как целая колонна тяжелой военной техники? А какие существа в доисторические времена поднимали головы подобно перископам над водами лагун и озер? Об этом и многих других не менее удивительных вещах мы узнаем, совершив путешествие к древним гигантам в прошлое Земли. Их было очень много. Могучие динозавры, птерозавры размером с самолет, крокодилы и ленивцы длиною с машину, змеи как целый железнодорожный состав. Однако сегодня на нашей планете осталось немного крупных видов. И даже средние размеры современных животных меньше, чем доисторических. Такую оценку привел палеобиолог из Университета Флориды Грег Эриксон. Почему животный мир настолько измельчал? Ученые пытаются разобраться в этом с помощью множества ископаемых останков гигантов. Пока однозначного ответа не найдено, но кое-какие моменты уже удалось прояснить. Лучше всего они видны на примере нескольких ключевых различий между динозаврами и нынешними крупными животными, млекопитающими. Как и другие рептилии, по мере роста динозавры могли приспосабливаться к разным нишам. Они охотились на более мелкую добычу в молодом возрасте и большую во взрослом. Частично в этом монстрам помогала смена наборов зубов, как делают акулы. То есть, когда рептилии становились больше, они отбрасывали свои юношеские зубы и вооружались более серьезными, что позволяло охотиться на крупную добычу. Вырасти до гигантских размеров древним ящерам помогали и другие особенности строения организма. Палеонтолог из Эдинбургского университета Стив Бруссат к таким отличиям относит воздушные мешки. У динозавров они проходили от легких к костям, создавая прочные, но легкие каркасы. Благодаря этому скелеты динозавров оказывались сильными и гибкими, но очень легкими. Такая особенность позволяла древним ящерам по мере эволюции становиться все больше и больше. У млекопитающих же воздушные мешки, которые могут проникать в кость и сделать ее легче, отсутствуют. К тому же теплокровные млекопитающие нуждаются в большем количестве пищи по сравнению с динозаврами, холоднокровными животными. Потребность в пище у слона примерно в 5 раз больше, чем у самых крупных динозавров. И еще большое тело холоднокровного ящера для активной жизнедеятельности требовало меньше энергии. Для успешной эволюции всем этим древним гигантам, конечно, была необходима и соответствующая окружающая среда, богатая естественными ресурсами. Это в первую очередь достаточное количество кислорода, пищи и места.
В разные эпохи на Земле возникали подобные условия. Они развились, в частности, в середине Триасового периода, ближе к началу эры динозавров. В древней атмосфере тогда отмечается большая концентрация кислорода. Возможно, это играло важную роль в развитии гигантизма, особенно у насекомых. Кроме того, чтобы вид развивался до гигантских размеров, необходимо много времени. Массовые же вымирания уничтожают, как правило, более крупных существ. Ниши таких животных могут оставаться наполненными на протяжении десятков или даже сотен миллионов лет. Первому млекопитающему потребовалось 25 миллионов лет, чтобы достичь веса в тонну, а шерстистые мамонты, например, вымерли всего 10 тысяч лет назад. Их нишу в наши дни еще не заполнили новые монстры. Нет ничего удивительного в том, что современные люди не видят таких гигантских созданий. В то же время ученые считают, что наиболее исчерпывающее объяснение уменьшения размеров животных исходит не из особенностей физиологии и окружающей среды. Здесь главная социальная структура того или иного вида, эволюция организованного социального поведения, не только стадного, но и более сложной совместной охоты млекопитающих привела к новой форме доминирования. Групповая охота относительно небольших хищников делает уязвимой даже очень крупную жертву. Иными словами, индивидуальный гигантизм на суше фактически был заменен групповым. Стайная охота таких животных, как волки и гиены, более эффективный способ стать доминирующим гигантом, чем большое тело. Но как же самые крупные из известных нам животных – синие киты? Почему их не уничтожили хищные рыбы, которые охотятся стаями? Палеонтолог Герат Вермей считает, что морская среда затрудняет коммуникации на больших расстояниях. Это делает более сложным создание крупных охотничьих групп в океане и дает фору таким огромным животным, как синие киты. Эти морские монстры как бы дают нам возможность в реальности увидеть исполинских животных древних времен. Их было очень много в прошлом Земли, причем задолго до динозавров. Представим нашу планету 300-500 миллионов лет назад. Вокруг бескрайний океан, заросли огромных грибов и карликовых деревьев. В этом призрачном мире все было очень жестко. Там беспрерывно шла смертельная война, потоками лилась кровь, воздух сотрясали жуткие предсмертные вопли. Но, как сейчас принято говорить, ничего личного в этом уничтожении друг друга не было. Просто каждое из животных старалось получить достаточно пищи, выжить и дать потомство. Для этого древние монстры применяли самые кровавые способы. Они разрывали добычу огромными клыками, живьем обгладывали с нее мясо, расчленяли тела мегачелюстями. Самые безумные схватки вели гигантские чудовища, отлично вооруженные для охоты на свои жертвы. Давным-давно, 480 миллионов лет назад, в морях плавали 10-метровые рыбы дунклеостеи, покрытые крепкой, как броня, чешуей. Они весили почти 4 тонны и были крупнее современных китов-касаток. Укус такой громадины, по расчетам исследователей, по мощности равнялся удару 500-килограммовой бомбы. Дунклеостеи легко перекусывали пополам доисторических акул, которых предпочитали на обед. Но бронированные убийцы вряд ли справились бы с похожим на акулу геликоприоном. Этот великан достигал 12 метров в длину и пользовался в войне куда более жуткими методами. Правда, геликоприоны жили намного позже. 270 миллионов лет назад, и с дунклеостеями не пересекались. По биологическим параметрам они были ближе к рыбам-химерам и окуням. Таких челюстей, как у этих хищников, не было ни у кого в мире. Зубы у геликоприонов крепились на костяной оси и напоминали диск циркулярной пилы. Они быстро вращались по кругу, вмиг распиливая на своем пути все живое. А куски окровавленного пиломатериала отправляли прямо в пасть подводного убийцы. Эти жуткие рыбы дают отличное представление о внешнем облике и повадке великанов древнего мира.
Но многие из нас все же, наверное, не представляют мир доисторических монстров без звезд современной поп-культуры – динозавров. Им будет особенно интересно совершить прогулку с диметродонами. Эти существа очень похожи на динозавров, поэтому его часто ошибочно причисляют к древним ящерам и даже делают по их подобию игрушечных динозавриков. На самом деле диметродоны – синапсиды, то есть предки млекопитающих. Они появились совсем в другую историческую эпоху – 295-272 миллиона лет назад, и вымерли за 40-50 миллионов лет до появления первых динозавров. Диметродоны никогда не пересекались со знаменитыми древними ящерами. Эти громадные существа, достигавшие 4-5 метров, считались одними из самых опасных хищников своего времени. Длинные зубы с зазубринами, как на напильнике, помогали им легко убивать и быстро пережевывать добычу. Диметродоны также отличались фантастической внешностью. Из спины каждого из этих покрытых чешуей существ торчал длинный колючий плавник. Он нужен был то ли для привлечения противоположного пола, то ли для накопления тепла, необходимого холоднокровным животным. Еще более универсальным был другой монстр древности. Как мог выглядеть плод любви кита и омара? Если такое создание существовало на свете, не исключено, что оно напоминало эгирокосиду. Эта доисторическая креветка двухметровой длины из вымершего рода Аномалокарис обитала на Земле около 480 миллионов лет назад. Эгирокосиды по виду смахивали на злых космических пришельцев или каких-то химер. На самом деле это были вполне безобидные существа. При помощи сетчатых отростков на голове оно выцеживало из морской воды планктон. С пищей гигантским креветкам повезло. Их эволюция пришлась на период роста видового разнообразия планктона. В результате эгирокосиды могли пировать сколько угодно и при этом не составляли конкуренции в поисках пищи большинству других аномалокарисов, плотоядных хищников с острыми зубами. Не исключено, что эгирокосиды помогут исследователям выяснить, как развивались конечности членистоногих, представленных современными пауками, насекомыми и ракообразными. До недавних пор ученые полагали, что у аномалокарисов было лишь по одной паре гибких боковых лопастей на каждый сегмент тела. Однако более тщательный анализ останков эгирокосиды показал, что на каждом сегменте этих существ имелись две пары лопастей для плавания. Исследователи считают, что у некоторых видов в процессе эволюции произошло сращивание подобных лопастей. Это привело ученых к выводу о том, что аномалокарисы являлись доисторическими членистоногими. А вот другая древняя ядовитая тварь, пульмоноскорпион, точно относится к членистоногим. Существо отличается еще более невероятным видом и повадками, чем гигантская креветка. Представляете современного скорпиона, а теперь мысленно увеличьте его до размера овчарки. Это и будет пульмоноскорпион, который обитал на Земле 340 миллионов лет назад. Во многих источниках указано, что эта ужасная тварь достигала длины 70 сантиметров, но в последнее время палеонтологи нашли метровых ископаемых особей. Интересно, что по сравнению с современными видами у пульмоноскорпиона были сравнительно большие глаза. Исследователи предполагают, что благодаря этому древний монстр охотился по большей части в дневное время суток. Также известно, что пульмоноскорпионы периодически меняли свой хитиновый покров. Палеонтологи обнаружили не только окаменелости животного, но и его хитина. Еще у этих гигантских тварей был длинный толстый хвост, в котором, как в герметичном контейнере, хранилось огромное количество яда. Так что пульмоноскорпион мог охотиться на добычу намного крупнее себя, например, на рептилий. Высматривать добычу ему помогали большие глаза. Яд мгновенно ее убивать, а крепкие клешни разрывать тело жертвы на части. Конечно, мегаскорпионы одним своим видом наводили страх. Но встреча 290 миллионов лет назад с другим членистоногим обитателем Древней Земли, артоплеврой, могла просто парализовать от ужаса. Современная тысяченожка помещается на ладони. Теперь вообразите такую же в 2,6 метров длиной.
Это будет подобие артоплевры. Жуткая химера обитала в непроходимых болотах современных Африки и Европы. Правда, никому пока не удалось найти окаменевшую артоплевру целиком. Фрагменты скелетов до 90 сантиметров в длину были обнаружены на юго-западе Германии, а следы гигантских тысяченожек обнаружены в Шотландии, США и Канаде. Эти останки позволили примерно воссоздать облик ужасных доисторических членистоногих. Исследователи полагают, что туловище артоплевры состояло примерно из 30 сегментов, покрытых сверху и с боков защитными пластинами. Это помогало жуткой многоножке, не особо опасаясь хищников, поглощать пищу, а трапезы артоплевры были очень обильными. Она, как корова, могла за год съесть тонну плаунов, папоротников и другой зелени. И это, возможно, еще не все. Поскольку ископаемых останков челюстей артоплевры пока не обнаружили, трудно сказать, удовлетворялась ли она только зеленой пищей. Есть мнение, что на десерт прожорливая тварь предпочитала мелких животных, легко разрывая их крепкими челюстями с острыми зубами. По мнению ученых, до невероятных размеров многоножку раздул избыток кислорода в атмосфере каменно-угольного периода. В начале пермского периода, последнего в палеозойской эре, количество этого газа сократилось, после чего артоплевры вымерли. В конце пермского периода появились предшественники динозавров, такие как экозавры и текодонты. Первые останки уже полноценных древних ящеров обнаружены в триасовом периоде, который наступил 250 миллионов лет назад и длился 51 миллион лет. Однако только в следующей эпохе мезозоя, юрский и меловой периоды, древние ящеры достигли небывалого расцвета. Каких только чудовищ не было среди них. Хищные динозавры юрского и мелового периода не только достигли гигантского размера, но и основательно вооружились для успешной охоты. Так, в густых лесах Юры бродили огромные цератозавры, которые достигали 11 метров в длину и весили более 4 тонн. Мы сразу различим их среди других динозавров. Этих ящеров вряд ли с кем-то можно было спутать. Все дело в том, что на носу цератозавров красовался рельефный рог. Также двумя роговыми выступами были защищены глаза ящеров. Рога цератозавров, по мнению большинства палеонтологов, служили хищникам мощным оружием для наступательных и оборонительных целей. Однако есть мнение, что рог хищников использовался только в сражениях между мужскими особями за самок. А вот длинные крепкие зубы точно помогали цератозаврам успешно расправляться даже с крупными животными, которых они присмотрели на обед. По мнению ученых, ящеры предпочитали охотиться возле рек, озер и болот. Они ловили в воде в основном рыб, крокодилов и черепах, но могли напасть на более крупную добычу. И даже не брезговали каннибализмом, уничтожая на суше своих сородичей-динозавров. Но все же самыми диковинными в юрский период бесспорно были другие гиганты – спинозауриды. Наиболее известные из представителей вида спинозавры обитали в Северной Африке. Их вес достигал 13 тонн, длина превышала 12-16 метров. При этом отдельные особи, как считают исследователи, дотягивали аж до 20 метров. Это больше длины железнодорожного вагона. На спинах чудовищных ящеров красовался огромный полукруглый парус из длинных отростков позвонков. Палеонтологи точно не знают, зачем природа наградила им ящеров. Одни полагают, что парус служил терморегулятором. Другие уверены, что отросток состоял из жира и являлся своеобразным запасником калорий на случай голода. Пищи же таким монстрам, вероятно, требовалось очень много. Они бросались на всех, кто попадался в воде и на суше. Для этого гиганты были отлично экипированы. Удлиненные черепа спинозавров с узкими зубастыми челюстями как нельзя лучше подходили для ловли рыбы и амфибий. К тому же хвост у монстров был раздвоен, что позволяло им хорошо плавать. Вместе с тем, большую часть времени спинозавры, вероятно, проводили на суше. Зубы этих динозавров не подходили для откусывания кусков мяса. В лесах они, скорее всего, охотились на мелких животных, которых могли проглотить целиком.
Но самым крупным хищником эпохи динозавров даже близко не сравнится по величине с растительноядными ящерами. Удивительно, как природа умудрилась создать подобных гигантов. Рекордсменами среди них исследователи считают зауроподов. Внешне все ящеры этого вида выглядели похожими друг на друга. Их массивное, но относительно короткое туловище поддерживали 4 колонноподобных ноги. У различных видов могли изменяться только положение тела и пропорции его отдельных частей. Одни зауроподы отличались чрезвычайно длинной шеей, другие – более мощным хвостом или сравнительно небольшой головой. Например, 15-метровые зауроподы-камарозавры могли похвастаться мега-ноздрями, несоразмерными остальному телу. По мнению ученых, этот своеобразный природный кондиционер служил ящерам для охлаждения мозга. Зато шеи с 12 позвонками у камарозавров достигали длины чуть более 3 метров. Это немного по сравнению с другими гигантами. Например, у диплодоков шеи с 72 позвонками могли доходить до 8 метров в длину. До сих пор не утихают споры, как многие гигантские зауроподы могли жить с такой шеей. Похоже, разные огромные ящеры решали по-своему этот вопрос. Диплодоки, скорее всего, держали шею вверх под углом до 65 градусов. Об этом говорят их мощные позвонки, которые могли бы играть роль основания колонны. Брахиозавры и эохилопы, в отличие от диплодоков, большую часть времени проводили с вертикально поднятой шеей. А найденный несколько лет назад в Аргентине сармьентозавр, наоборот, почти всегда держал голову близко к земле и во время еды был похож на мегапылесос. Но вернемся еще раз к диплодокам и посмотрим на их примере, как жили одни из самых крупных гигантов всех времен – динозавры-зауроподы. Они держались небольшими стадами и питались побегами с верхушек деревьев. Самые крупные 35-метровые особи весили более 20 тонн. Наверное, когда передвигалось стадо таких гигантов, их топот разносился на многие километры. Они наверняка были способны обгладывать только верхушки, поскольку не могли так изогнуть свои безумно длинные шеи до нижней части крон деревьев. Диплодоки как гребнем счесывали острыми зубами все доступные им листья и побеги. Этим гигантам требовалось до тонны зелени в день. Когда ветки заканчивались, стадо огромных динозавров, скорее всего, уходило на поиски другого места пропитания. Эти зауроподы преодолевали огромные расстояния и расселялись по планете. В отложениях Юры на всех континентах ученые находят куски розового кварца. Диплодоки заглатывали минерал, чтобы желудок лучше перетирал пищу. Другие зауроподы использовали для улучшения пищеварения иные минералы. Интересно, что во время передвижения зауроподы использовали специальную организацию стада. Взрослые динозавры плотным кольцом окружали молодежь для защиты от хищников. Впрочем, их неимоверные размеры сами по себе, вероятно, служили хорошей защитой от любителей динозавритины, которых хватало в лесах мезозоя. Соперничать в размерах с диплодоками могли немногие древние ящеры. Среди них мы найдем суперзавров. Судя по обнаруженным костям, они достигали длины 33-42 метров при весе 35-40 тонн. Однако пока останки суперзавров найдены лишь фрагментарно в штате Колорадо. Это затрудняет тонкую оценку размеров ящеров. Лучше изучены стегозавры. Эти зауроподы, как и все другие, были травоядными. Так что они не нападали на других животных, но были отлично защищены от атак хищников. На спинах гигантов длиной до 9 метров и весом до 9,8 тонн красовались 17 костяных пластин. Необычные наросты не были продолжением каких-либо костей внутреннего скелета ящеров, они располагались обособленно. Крупнейшие из таких пластин имели размеры 60 на 60 сантиметров. Палеонтологи часто спорили, как располагались пластины на спине животного. Сейчас научное сообщество пришло к выводу, что наросты образовывали 2 ряда. При этом пластины одного ряда росли напротив промежутков в другом ряду. Некоторые ученые полагают, что пластины были подвижными и могли менять угол наклона.
Одно время считалось, что наросты служили стегозаврам защитой от нападения сверху крупных хищников. Однако пластины были слишком хрупкими и оставляли незащищенными бока. Тогда возникла версия, что наросты участвовали в терморегуляции или же служили украшением для брачных игр, а может, с помощью них стегозавры пытались напугать и ввести в заблуждение конкурентов. Пластины визуально увеличивали размер этих ящеров и устрашающе краснели благодаря множеству кровеносных сосудов. Впрочем, у стегозавров было и более серьезное вооружение. На хвостах этих чудовищ находились 2 пары жутких шипов длиной около метра, которые они успешно использовали для самообороны. Еще одни гигантские зауроподы мезозоя, маменчезавры, в основном достигали длины до 26 метров. В то же время 2 недавно найденных шейных позвонка одного из этих животных свидетельствуют, что особь могла быть 35-метровой или более. Тогда вес гиганта составлял бы 60 или 80 тонн. Но самой удивительной чертой маменчезавров является исключительно длинная шея, размером в половину тела. Ее верхний отдел был очень гибким. Палеонтологи предполагают, что благодаря этому гиганты могли добыть себе больше пищи. Они легко объедали листья и ветки с верхушек деревьев, а также с нижнего яруса. Если бы деревья загорелись, гиганты могли вмиг превратиться в продвинутую пожарную команду, легко потушив огонь даже на вершинах самых длинных деревьев. Для этого динозаврам достаточно было набрать в пасть воды и вытянуть свою длинную шею, как пожарная лестница. В реальности древний ящер, конечно, ничего не тушил. Зато благодаря длинной шее он мог обеспечивать себя настоящими деликатесами, поедая самые нежные и сочные молодые ветки на верхушках деревьев. Другие мегагиганты мезозоя находили себе пищу, постоянно находясь в озерах и морях. В теплых водах плавали не менее жуткие и опасные монстры, чем динозавры. Среди них выделялись мозазавры, родственники обычных ящериц. Но некоторых из них скорее можно назвать существами из фильма ужасов. Отдельные особи достигали длины до 18 метров и веса в 20 тонн. Среди них встречались гиганты, предпочитавшие жить в открытом океане и глубоких прибрежных водах. Они редко ловили мелких рыб, а чаще охотились на очень крупную или хорошо защищенную добычу. На обед гиганты любили полакомиться морскими рептилиями, особенно черепахами, плезиозаврами. И даже пожирали себе подобных, не брезгуя каннибализмом. В целом ученые считают, что в молодом возрасте мозазавры могли атаковать животных, превосходящих себя по размерам. Их зубы были отлично приспособлены для того, чтобы резать и давить, а массивные мышцы челюстей обеспечивали огромную силу укуса. Мозазавры перед употреблением расчленяли свою жертву на множество относительно мелких частей. Большинство не могло целиком заглатывать крупные куски добычи. В морях и пресноводных водоемах мезозоя, в отличие от глубин океанов, быстро распространялись костистые рыбы. Среди них было немало настоящих великанов, однако ни один из них не мог сравниться с литсихтисами. Найдены кости особей, которые достигали до 30 метров в длину, больше, чем современная китовая акула. Но не думайте, что при таких размерах литсихтисы пожирали в морях все направо и налево. По мнению ученых, именно размер сыграл с огромными рыбами злую шутку. Из-за своей величины неповоротливые и маломаневренные литсихтисы не могли быть активными хищниками. Как современные китовые и гигантские акулы, они питались планктоном, в первую очередь крилем, которого было много в позднеюрских морях. Литсихтисы добывали себе криль, фильтруя воду с помощью жабр. В глубоких реках мезозоя тоже скрывались огромные монстры. Палеонтологи, искавшие останки динозавров в Нигере в 1997 году, были поражены, когда обнаружили окаменевшие челюстные кости крокодила ростом со взрослого человека. Впоследствии оказалось, что ученые наткнулись на наиболее хорошо сохранившиеся останки саркозуха императорского.
доисторического гигантского крокодила. Он обитал в северной части тропической Африки 110 миллионов лет назад. Отдельные особи этого вида, которые неофициально называют суперкрокодилами, достигали 12 метров в длину и весили около 8 тонн. Они были в 2 раза длиннее и в 4 раза тяжелее, чем крупнейшие из нынешних крокодилов. Вполне возможно, что помимо рыбы саркозух питался и небольшими динозаврами. У него для этого было вполне подходящее вооружение. Узкие челюсти суперкрокодила достигали 1,8 метра в длину и были усеяны сотней с лишним зубов. На оконечности верхней челюсти имелся массивный костяной нарост. Глаза саркозуха двигались в глазницах вертикально, что тоже помогало охоте. Интересно, что внешне, по всей видимости, этот монстр напоминал обитающего в Индии и Непале ганского гавиала. Это редкое животное, которое занесено в Красную книгу. Были найдены и другие, не менее крупные, ископаемые останки доисторических крокодилообразных рептилий. В том числе к ним относятся кости особей из вымершего рода дейнозухов. Они были родственниками современных аллигаторов и, возможно, достигали в длину 10-12 метров. Крокодилы, скорее всего, могли вырастать до таких размеров благодаря среде обитания. Ученые считают, что на суше это было бы возможно, а вода облегчала вес гигантов. Кроме того, крокодилий череп очень крепок, соответственно, велика была и сила сжатия челюстей, что позволяло рептилии успешно охотиться на крупную добычу. Небо позднего мелового периода тоже было уже достаточно плотно заселено. В нем летали первые настоящие птицы и их предшественники археоптериксы. Это были еще очень мелкие создания. Но больше всего встречалось крылатых пресмыкающихся, птерозавров. И как раз некоторые из них представляли собой удивительных гигантов. Птерозавр Кецалькоатль считается одним из крупнейших известных летающих животных всех времен. Палеонтологи нашли кости особей ростом около 10 метров, правда весом всего 70 килограммов. Огромные, как самолеты, существа отличались необычно длинными, жесткими шеями. На их головах красовался гребень, хотя его точная форма и размер до сих пор неизвестны. Зато ученые вычислили размах крыльев летающих гигантов. Он достигал 15,9 метра, больше высоты двухэтажного дома. На этом фантастические свойства птерозавров не заканчиваются. Эти существа отлично сочетали воздушный и наземный образ жизни. Кецалькоатли уверенно летали, используя парение и взмахи крыльев. Вместе с тем они еще лучше бегали по земле на 4 ногах, подобно современным копытным млекопитающим. Такие возможности помогали птерозаврам быть очень успешными охотниками мелового периода. Кецалькоатли с помощью длинного острого клюва ловили рыбу мелких позвоночных на суше или в небольших ручьях. Ну и не брезговали даже падалью, как современные аисты марабу. Древние представители семейства фаруракосовых из отряда журавлеобразных покажутся нам не менее жуткими монстрами. У них даже есть неофициальное название. Звучит устрашающе – ужасные птицы. Это были не летающие хищные пернатые. Они достигали 3 метров в высоту, а потому пищи им требовалось чрезвычайно много. Впрочем, жуткие создания легко ловили всех неосторожных животных, которым не посчастливилось попасть в их поле зрения. Благодаря своей высоте и длинной шее ужасные птицы могли заметить добычу на большом расстоянии, а длинные мощные ноги позволяли им развивать необходимую для охоты высокую скорость. Ужасные птицы бегали со скоростью до 50 км в час и могли одним махом проглотить собаку средних размеров. Своими клювами, загибающимися к низу, фороракосовые рвали добычу примерно так же, как это делают современные хищные птицы. Благодаря всем этим качествам ужасные птицы долго и успешно конкурировали с другими, не менее серьезно экипированными представителями животного мира. Эти пернатые появились на Земле примерно 60 миллионов лет назад и исчезли только спустя 58 миллионов. Большинство из известных окаменелых останков найдены в Южной Америке, а часть – в Северной. Считается, что самые близкие родственники фороракосовых из современных птиц – представители семейства кориамовых.
Они обитают в Южной Америке и достигают всего 80 сантиметров в высоту. Да, потомки ужасных птиц сильно сдали по сравнению со своими грозными предками. И теперь на них охотятся все хищники, кому не лень. Особенно любят полакомиться птицами одни из самых загадочных и безжалостных существ на Земле. Они бесшумно скользят по земле, гипнотизируют неподвижным взглядом и меняют кожу, как перчатки. Вы, конечно, догадались, что это змеи. Мы стараемся держаться от них подальше, ведь гады могут смертельно ужалить или привести в ужас, на глазах проглотив совсем не мелкую зверушку. Самыми огромными змеиными хищниками в современном мире считаются удавы. Например, встречаются питоны, достигающие более 10 метров в длину. Эти гиганты очень агрессивны. СМИ писали, что в 2008 году питон проглотил 54-летнюю жительницу индонезийского острова Мун. Когда гада убили и разрезали ему брюхо, из чрева извлекли тело женщины. И есть свидетельство, что они целиком могут проглотить молодого оленя. А представляете, что творили древние змеи, которым олень показался бы просто легким перекусом? Ученые уверены, что некоторые из них предпочитали на обед динозавров в собственном соку. По крайней мере, это, вероятно, было по зубам змее Санаекс, обитавшей на территории современной Индии 65-70 миллионов лет назад. Ученые предположили, что Санаекс мог глотать мелких динозавров весом до 50 килограммов, а также детенышей более крупных особей и их яйца. При этом он не был змеиным Кинг-Конгом. Санаэх достигал длину в 3,5 метра и весил 10-20 килограммов. Настоящие гиганты появились на Земле позже, примерно 60 миллионов лет назад. Поскольку динозавры и другие великаны мезозойской эры к тому времени вымерли, многие гады смогли занять освободившуюся природную нишу. Им подфартило и с температурой. В среднем она поднялась до 34-36 градусов, а холоднокровные рептилии очень любят жару. В результате змеи выросли до невероятных размеров. В пример можно привести гиганта Фиса, который обитал на территории современной Африки и Южной Азии 40 миллионов лет назад. Гиганты этого вида достигали в длину около 11 метров и весили до 500 килограммов. Подобно современным удавам с питонами, гигантофисы душили свою добычу, заглатывали ее и долго переваривали. От их смертельных объятий было не уйти не только мелким зверушкам, но и существам больше современных оленей. Однако ни один из древних гигантов не смог сравниться с Титанобоа. В угольной шахте колумбийского города Керихон археологи обнаружили затерянный мир возрастом в 58 миллионов лет. В нем обитали удивительные черепахи размером с кухонный стол и самые большие ископаемые крокодилы. Там же нашли скелет мегазмеи длиной с большой автобус. Воссоздав облик рептилии, палеонтологи выяснили, что она достигала 15 метров и весила около тонны. Этого тяжеловеса ученые назвали Титанобоа. Огромная змея настолько поражает воображение, что кинематографисты и писатели сделали ее настоящей звездой. Титанобоа появляется во второй серии знаменитого фильма «Портал юрского периода. Новый мир». А в романе ужасов Рика Янси «Ступени, ведущие в бездну» единственная выжившая на Земле особь Титанобоа находится в центре сюжета. Автор назвал ее Т. Цервиханенсис и наделил ужасным ядом, мгновенно растворяющим внутренние органы жертвы. На самом деле Титанобоа не была вооружена ядовитыми зубами, ведь удаву они ни к чему. Эта змея легко убивала любую жертву, сжимая ее с невероятной силой, более 180 килограммов на 6,4 квадратных сантиметра. Такие смертельные объятия примерно равны удару от падения 1,5 бруклинских мостов. Понятно, что для столь массивного хищника добыча в виде предков современных сусликов и белок была мелочью. Огромное чудовище предпочитало на обед кого-нибудь покрупнее и, конечно, не отказалась бы отведать свежие динозавритины. Если ей не удалось полакомиться таким деликатесом, то только потому, что эти два существа никогда не пересекались. Так что Титанобоа приходилось охотиться, например, за меритериями и баритериями, предками современных слонов.
Подстерегать добычу змее, скорее всего, помогал серо-коричневый камуфляж, кожа, которая сливалась с окружающей средой. По крайней мере, именно таким нарядом ученые из американского Смитсоновского института наделили свою 14-метровую модель Титанобоа, установленную на центральном вокзале Нью-Йорка. Каждый год тысячи туристов приезжают посмотреть на чудовище и, наверное, в глубине души радуются, что в наши дни подобного монстра уже не встретишь. Хотя на самом деле однажды Титанобоа, по мнению некоторых ученых, может вернуться. Что это за научный прогноз, который скорее кажется фантастическим? Из-за глобального потепления температура на планете постоянно растет, и рептилиям становится все комфортнее. Второе пришествие Титанобоа вряд ли сможет остановить даже избыток в атмосфере углекислого газа. Наоборот, в царстве гигантских змей его было на 50% больше, чем в современном мире. Исследователи полагают, что, возможно, гены обитателей тропиков уже приспособились к глобальному потеплению и дальнейшему росту температуры. Впрочем, все не так страшно. Нам с вами бояться возвращения ужасных удавов типа Титанобоа точно не стоит. По подсчетам ученых, для появления нового вида животных потребуется около 1 миллиона лет. Так что долгое время, как и сейчас, на планете будут править млекопитающие. Они достигли удивительного многообразия. В настоящее время насчитывается более 6500 видов теплокровных животных, которые выкармливают потомство молоком. Кого только нет среди них: грызуны, рукокрылые, хищники, приматы и мы с вами, люди. Расцвет нашего класса животных, вероятно, начался вскоре после гибели динозавров в современной кайнозойской эре. И некоторые быстро ухитрились вырасти до гигантских размеров. Каких млекопитающих можно назвать супервеликанами древнего мира? Рекордсменом многие ученые считают Индрикотерия, вымерший вид носорогообразных. Он был наиболее высоким и тяжелым сухопутным животным, когда-либо существовавшим на Земле. Хотя синие киты являются самыми большими существами в мире на данный момент, они не относятся к сухопутным млекопитающим. При росте в 7 метров индрикотерии достигали 4,8 метров в холке, а их вес оценивается в 24 тонны. Эти млекопитающие жили в среднем олигоцене, нижнем миоцене примерно 23-34 миллиона лет назад. Их окаменелости находили в Евразии. Внешне животные напоминали огромных носорогов без рогов. Или, скорее, в нашем понятии, это была гигантская лошадь с длинной, как у жирафа, шеей и сравнительно небольшой головой. Особо следует упомянуть необычный челюстный аппарат животного. Предполагается, что на нижней и верхней челюстях индрикотериев выступали короткие тупые бивни, которые не соприкасались друг с другом. Странным было расположение этих бивней. 2 смотрели вниз, а 2 вверх. Возможно, животные использовали их для добычи пищи как мощный пинцет. Вероятнее всего, индрикотерий обдирал бивнями кору с деревьев. Однако он питался не только корой, но и листвой. Носовые кости индрикотерия палеонтологи определили как сильно сдвинутые назад. Значит, у него был хобот и отсутствовала конская голова, как рисуют обычно. Хобот требовался для обрыва листьев с веток. Выходит, индрикотерий использовал 2 способа добывания пищи. Хоботом он захватывал листву, а бивнями обдирал кору. Это указывает на то, что гигантские млекопитающие обитали в ландшафте с 2 четко выраженными сезонами – влажным и сухим. Во время сухого сезона листвы не было, и огромный индрикотерий переходил на жесткую диету, ел кору словно заяц. Другие части тела этого представителя млекопитающих тоже впечатляют. Ноги у индрикотерия были длинные и похожими на колонны. Сильно вытянутая шея поддерживала череп около 1,3 метра в длину. Скорее всего, у этих доисторических существ мы также увидим непропорционально большие уши. Ученые считают, что они служили животным чем-то типа современных кондиционеров. Гиганты обмахивались ушами, чтобы не перегреть свою голову на длинной шее. Еще один огромный представитель млекопитающих кажется тоже очень странным. На кого бы походила помесь медведя и хомяка размером больше слона? Возможно, на мегатерию.
Это вымерший род гигантских ленивцев, который обитал преимущественно в Северной Америке от 5 миллионов до 11 тысяч лет назад. Они считаются предшественниками не только современных ленивцев, но и броненосцев с муравьедами. Хотя мегатерии были мельче шерстистых мамонтов, они являлись одним из крупнейших наземных млекопитающих. Длина их достигала 6 метров. Скелет мегатерии был чрезвычайно крепким. Вероятно, животное обладало большой силой, но не отличалось скоростью передвижения. Многие ученые полагают, что для добычи пищи мегатерии использовали свои длинные передние конечности, снабженные крупными когтями. Этими острыми орудиями гиганты срывали с деревьев листву и обдирали кору на высоте, недоступной более мелким животным. Однако высказывается предположение, что мегатерии могли питаться и мясом. Форма их локтевых костей предусматривает способность к быстрому движению передними конечностями. Не исключено, что мегатерии убивали жертву взмахом лапы. Странные предшественники ленивцев исчезли с лица Земли примерно 5 миллионов лет назад. Точная причина вымирания мегатерий не установлена. Скорее всего, это произошло в результате сочетания изменений климата с интенсивной охотой на диких животных первобытных людей. Гигантов среди млекопитающих, как мы говорили, вообще стало значительно меньше, чем в доисторические времена. Но они, вероятно, еще долго будут доминировать на планете. И все-таки рано или поздно млекопитающим придется уйти с вершины эволюции. Пример тому — грозные воины доисторического животного мира. Они были так хорошо экипированы, что, казалось бы, продолжат вечно царствовать на планете. На самом деле монстры прошлого исчезли во время Пермского, Триасового, Юрского и других вымираний, а некоторые просто не выдержали конкуренции с остальными жителями планеты. Зато более скромные по размеру и экипировке животные, которые не участвовали в звериной гонке вооружений, смогли выжить. В наших морях, как и 600 миллионов лет назад, плавают практически совсем незащищенные от хищников медузы. Почти ничем не вооруженные головоногие наутилусы обитают уже 500 миллионов лет, мечехвостые — 350, а тараканы достают нашу планету 320 миллионов лет. Им нипочем массовые вымирания, климатические катаклизмы, дихлофоз. Так что умение приспособиться к окружающей среде оказалось надежнее самых острых когтей и зубов. Кто сменит этих старожилов в эволюционной гонке и потеснит млекопитающих с ее вершины? Какими окажутся животные будущего? Найдутся ли среди них гиганты под стать своим древним предкам? Мы точно никогда об этом не узнаем. Но кое-какие интересные прогнозы на этот счет уже есть. Британский ученый Дугал Диксон показал, какими животные могут стать через 1000 лет в книге «Дикий мир будущего». Она написана в жанре спекулятивной эволюции, где научные расчеты переплетаются с воображением автора. По мнению Диксона, в далеком будущем на Земле станут главенствовать членистоногие и рептилии. При этом многие современные малыши превратятся в гигантских химер. Какой вывод можно сделать, исходя из этих жестоких картин? В будущем борьба за существование в животном мире по-прежнему останется актуальной. И если верить гипотезе Диксона, в межвидовых войнах будут вновь доминировать гиганты, как и в древние времена. Впрочем, это лишь один из сценариев развития событий. Заглянуть в будущее мы не можем, а вот лучше изучить монстров прошлого в наших силах. Ученые здесь постоянно продвигаются вперед. Недавно палеонтологи, возможно, сделали революционное открытие. В Южной Америке они откопали массивные кости древнего китообразного существа. Есть предположение, что животное весило 340 тонн. В данном случае оно в 1,5 раза опережает нынешнего чемпиона в тяжелом весе – синего кита. Каких еще гигантов скрывает от нас Земля? Возможно, колоссы древних времен, о которых мы уже знаем, покажутся просто середнячками по сравнению с теми, что нам предстоит найти. Знакомство с такими монстрами будет настоящим подарком всем, кто любит заглянуть в прошлое во время виртуальных путешествий. Древние гиганты наверняка многое расскажут о том, какой многообразной и удивительной была когда-то очень давно жизнь на Земле. Это были восхитительные пейзажи, пышные джунгли, окруженные живописными озерами,
теплые мелкие моря, которые тихо накатывают волны на берег, огромные зеленые саванны без конца и края. В воздухе, в небе, на поверхности воды силуэты каких-то невероятных существ, и везде шорохи, топот, рык, жужжание. Все поменялось в один миг. Леса вспыхнули огнем, в океане поднялась стена воды, раскаленный вихрь закружил по планете, а земля затряслась, как в лихорадке. Тысячи громких криков агонии и смерти потрясли все вокруг. Примерно так, наверное, можно в двух словах описать лишь одно из массовых вымираний живых существ на нашей планете. Всего их было минимум 5, и вот-вот в полную силу может разгореться шестое. Какая сила вызвала эти катастрофы в прошлом? Давайте посвятим наше очередное путешествие поиску виновных и узнаем, что грозит вымиранию животного мира сейчас. С тех пор, как на планете появились различные животные, они постоянно развивались, менялись с течением времени. Но рано или поздно все заканчивается, и виды в какой-то момент навсегда исчезают с лица Земли. По оценкам ученых, более 99,9% живых существ, которые когда-либо жили, уже вымерли. Наша фауна практически полностью обновилась. Это касается даже очень многочисленных и, на первый взгляд, прочно укоренившихся на Земле животных. Наверное, если бы мы жили в эпоху динозавров, то никогда бы не предположили, что гигантские ящеры однажды вымрут. Миллионы лет пролетали один за другим, а динозавры только больше размножались, эволюционировали и становились разнообразнее. Так длилось более 160 миллионов лет, а затем, считай, в один момент древние ящеры прекратили свое существование. В то же время динозавры очень долго продержались на планете. Средняя продолжительность жизни вида составляет от 1 до 10 миллионов лет. Вымирание иногда происходит внезапно. Тогда, в общем-то, остальное здоровое сообщество животных полностью уничтожается. Например, токсическое загрязнение или грандиозная катастрофа может сделать всю его среду обитания непригодной для существования. Однако это один из вариантов развития событий, которые можно назвать редкостью. В основном вымирание животных происходит постепенно, иногда в течение тысяч или миллионов лет. Вид просто шаг за шагом проигрывает в борьбе за пищу более приспособленным конкурентам. Или же крах наступает спустя долгое время после катастрофы, которая становится спусковым механизмом вымирания. Наряду с этим порой палеонтологи фиксируют исчезновение сразу огромного количества видов. Это и есть массовые вымирания, которые, к счастью, являются относительно редкими событиями на Земле. В истории нашей планеты, как мы говорили, произошло 5 основных массовых вымираний. Они называются по имени периода той или иной эры развития Земли. Ордовикско-силурийское вымирание, Девонское, Пермское, Триасовое и Мелпалеогеновое. Начнем нашу экспедицию по поиску виновных в этих странных событиях с самых ранних этапов развития Земли. Первым из известных палеонтологам является Ордовикско-силурийское вымирание, которое произошло в палеозойскую эру 450-440 миллионов лет назад. В ордовикском периоде, длившемся 43 миллиона лет, ранее жизнь на Земле начала процветать, и ее развитию способствовала окружающая среда. Климат был теплым и влажным, средняя температура держалась на отметке 16-20 градусов Цельсия. Возможно, этому способствовало большое количество углекислого газа в атмосфере. Тектоническая система планеты тоже вела себя относительно спокойно. Не было глобальных перестроек суши и моря. Тогда сушу представляли масштабный континент Гондвана, небольшие Балтика, Лаврентия и Сибирия, а также ряд микроконтинентов. На них продолжалось плавное формирование горных цепей и вулканических регионов в зонах, где литосферные плиты соприкасались друг с другом. Практически все живые существа в те времена обитали в морях. Их разнообразие продолжало расти стремительными темпами.
Ученые считают этот процесс сопоставимым со знаменитым Кембрийским взрывом развития жизни. В то время появились разнообразные головоногие моллюски, которые обладали длинными прямыми раковинами. Воды начали заселять ракоскорпионы, первые позвоночные, рыбообразные животные без челюстей. Возможно, именно в Ордовике появились и первые настоящие рыбы, хотя общепринятым все же считается возникновение их уже в следующем периоде. Но и тогда в морях уже плавали удивительные существа. В начале ордовикского периода появилась доисторическая креветка Эгирокассида, которая принадлежала к вымершему в настоящее время роду Аномалокарис. Если бы мы столкнулись с таким существом, то застыли бы от ужаса. Вы сомневаетесь, что креветка может испугать? Тогда только представьте Эгирокассиду. Это был настоящий монстр двухметровой длины. Несмотря на грозный внешний вид, мегакреветка представляла собой вполне безобидное существо. При помощи сетчатых отростков на голове она выцеживала из морской воды планктон. Ей вполне хватало пищи в теплых Девонских морях. Эволюция Эгирокассиды пришлась на период роста видового разнообразия планктона. Если мы выплывем из ордовикских морей на сушу, то увидим, как там формируются первые наземные растения. Поверхность планеты сначала покрыли разнообразные мхи, а вслед за ними и псилофиты. По окончании периода все изменилось. Относительно мягкий умеренный климат постепенно стал холоднее и суше, на южном полюсе возник ледник. Холодная вода, возможно, накрыла Землю в результате интенсивного формирования Аппалачии в Северной Америке. Важную роль здесь могли сыграть начавшиеся ближе к силурийскому периоду многочисленные извержения вулканов, которые сопровождались сильными землетрясениями. Поднятые из недр породы высосали углекислый газ из атмосферы и подморозили планету. Эти процессы вызвали значительное понижение уровня моря. Существа, живущие на мелководье, в один прекрасный день обнаружили свою среду обитания, резко остывшей и сократившейся в размерах. Для многих это оказалось смертельным ударом. А те, которым удалось выжить, с трудом приспосабливались к неблагоприятным водам. Главная неприятность заключалась в загрязнении этой среды высокой концентрацией органических веществ. Со временем уровень моря снова стал расти. Но радоваться оказалось рано. Этот подъем снизил количество кислорода в воде, и тогда океану стало легче удерживать растворенные токсичные металлы. Это явилось вторым смертельным ударом для выживших обитателей морей. Ужасные деформации поразили крошечных, похожих на планктон существ, которые кишели в древних морях. Воздействие металлов превратило планктонные существа в настоящих чудовищ. Представьте себе 2, 3, 4 особей, сросшихся друг с другом, как сиамские близнецы. Химер, у которых отдельные части организма во много раз больше, чем у обычных особей. Не полностью разделенные яйца, склеенные цепочкой. Такую страшную картину тех времен нарисовали палеонтологи из Лильского университета во Франции. Окаменелости показали в 100 раз больше деформации на фоне в 10 раз повышившейся концентрации тяжелых металлов в океане. Уродства оказались наиболее выражены у хитинозоанов, крошечных яиц в форме бутылки. Они были плотно упакованы в прочный органический материал, который сохранился через миллионы лет. Интересно, что похожие мутации наблюдаются у морских и пресноводных организмов под воздействием высоких концентраций токсичных металлов и сегодня. Так, отклонения от нормы отмечены у современных диатомовых водорослей, которые заключены в такую себе хрупкую коробку из кремнезема. Створки этого панциря нередко оказываются полностью изуродованы, например, в виде зигзагообразных узоров и искривлений. Ученые еще не разобрались с причиной смертельного уменьшения кислорода в океанических водах ордовикского периода. Пока у них очень необычный главный подозреваемый – это сама природа и процессы эволюции Земли. Увеличение содержания питательных веществ в почве, таких как азот, вызвало стремительное развитие растительного мира.
Новые зеленые обитатели планеты начали усиленно потреблять кислород, вызвав его нехватку. Подобное наблюдается и в наше время. Мертвые зоны ученые отмечают в устье реки Миссисипи. Их появление связывают с попаданием в воду почвы, богатой азотными удобрениями, а также другими стоками из городов и ферм. Но вернемся в конец ордовикского начала силурийского периода. В целом тогда погибло 85% всех видов живых существ. Это второе по масштабу массовое вымирание в истории Земли. Наибольший урон понесли кораллы, панцирные брахиоподы, угреподобные существа, называемые конодонтами, трилобиты. И с помощью ученых мы уже определили некоторые эволюционные процессы Земли как подозреваемых в этом массовом убийстве. Но есть еще силы, которые также могли нанести удар по молодой жизни планеты, причем из невероятно далеких мест. Предполагается, что причиной вымирания стал поток гамма-излучения от гиперновой. Она вспыхнула в ближнем по отношению к нам рукаве Млечного Пути. 10-секундный поток гамма-лучей уменьшил озоновый слой атмосферы нашей планеты примерно наполовину, подвергнув сильному ультрафиолетовому облучению всех существ, хотя эта версия пока мало подтверждена. Зато палеонтологи точно выяснили, что удар был мощным, и животный мир восстанавливался миллионы лет, а затем вновь вступил в период рассвета. Чем все закончилось? Новым вымиранием. И мы сейчас постараемся определить виновных в следующей волне многочисленных смертей. Следующее массовое вымирание, Девонское, произошло очень нескоро, 65 миллионов лет спустя. Оно тоже серьезно уменьшило разнообразие животного мира. В Девонском периоде палеозойской эры 375 миллионов лет назад, по разным оценкам, вымерло от 75 до 83% морских видов. Значительно сократилась и численность наземных организмов. Что за трагедия и с какими существами случилось в те времена? Сначала ничего не предвещало беду. Наоборот, Девон ученые называют временем расцвета подводного мира. Миллионы рыб бороздили океан, наполненный приятной теплой водой с температурой в среднем 26 градусов Цельсия. Каких только чудесных обитателей не было среди них. Прикрытые прочным панцирем доисторические членистоногие трилобиты, аммониты с невероятными закрученными раковинами, странные бесчелюстные и челюсторотые рыбы. Царили среди всех этих существ дунклеостеи, 10-метровые монстры весом до 4 тонн. Гиганты были покрыты крепкой, как броня, чешуей, которая делала их практически недоступными для атак других хищных обитателей вот той эпохи. Однако сами дунклеостеи легко щелкали на завтрак больших акул, поскольку их укус был невероятно мощным. На поверхности планеты все было иначе. В Девоне мы увидим уже 2 суперконтинента – Леврусию, объединявшую Лаврентию с Балтикой, а также гигантскую Гондвану. Эти континенты успешно колонизировали растения. Мягкий теплый климат служил идеальной средой для деревьев и гигантских папоротников. Лаврусию и Гондвану уже покрывали густые леса. В них зеленые обитатели боролись за доступ к солнцу и пресной воде. Чтобы стать мощнее, растения все глубже запускали корни в землю и привели этим к катастрофе. По мнению ученых, подобная деятельность стала причиной массового вымирания в конце Девонского периода. Как такое могло произойти? По одной из версий, корни деревьев измельчали камни, превращая их в почву, полную питательных веществ. Огромное количество этого грунта смывало в океан. Смесь пришлась по вкусу водорослям, которые получили огромное количество пищи и быстро разрастались. Их размножению способствовала и теплая вода. Появлению гигантского количества водорослей, в свою очередь, порадовались бактерии. Для них это стало великолепной питательной средой. Бактерии быстро размножались, пожирая водоросли, а на десерт предпочитали кислород. В результате мировой океан покрылся мертвыми зонами, где задыхались подводные обитатели. Погибая, они разлагались и выделяли убийственный сероводород.
процесс ускорял тотальное вымирание различных существ в океанах. Мощный удар был нанесен по аконодонтам и гониатитам, древним раковинным родственникам кальмаров с осьминогами. Многие членистоногие и большинство рыб тоже умерли от удушья. Даже монстру Дунклеостеи не помогли гигантские, как пилы, клыки и непробиваемая броня. Только моллюски и некоторые виды рыб забились в песок или ушли в невероятные глубины. У них были большие шансы переждать удар природы в этих укромных местах. Но за первой волной вымирания пришла вторая. Возможно, в качестве смертельной силы здесь выступили вулканы. В течение пары миллионов лет магматический регион Вилюйские траппы изверг более 380 миллионов кубических метров магмы на территории современной Сибири. Извержение выбросило парниковые газы и токсичный диоксид серы, которые вызвали смертельные кислотные дожди. Астероиды также могли внести свой вклад. Огромный Сильян в Швеции шириной 51,5 километра является одним из крупнейших сохранившихся ударных кратеров Земли. Он образовался как раз около 377 миллионов лет назад. Но, может, смертельный враг ударил издалека? Исследование под руководством астрофизика Брайана Филдса из Иллинойского университета показало, что Девонское вымирание вызвал взрыв сверхновой или даже сверхновых очень далеко от Земли. Что навело ученых на эту мысль? Резкое снижение концентрации озона, совпадающее с поздней фазой Девонского вымирания, не могло быть результатом вулканизма или глобального потепления. Однако это подходит под современное понятие радиационного воздействия от сверхновой или нескольких сверхновых примерно в 65 световых годах от Земли. Такие события вполне способны истощить озоновый слой до катастрофического предела. Предположение о том, что сверхновые могут вызвать массовые вымирания, было выдвинуто еще в 1950-х годах, но считалось, что оно опасно на расстоянии от 25 до 50 световых лет, а в такой близости от Земли сверхновые не наблюдались. Однако команда астрономов во главе с Филдсом предположила, что взрывы звезд даже с большей дальности могут оказаться пагубными для земной жизни. Это связано с возможной комбинацией скорых и долгоиграющих эффектов. Сверхновые — это быстрые источники экстремальных ультрафиолетовых, рентгеновских и гамма-лучей. В течение более длительного времени взрыв сталкивается с окружающим газом, что приводит к ускорению частиц. Таким образом, сверхновые производят космические лучи высоких энергий. Эти заряженные частицы какое-то время удерживаются внутри остатка сверхновой магнитными силами погибшей звезды, а затем улетают в космос. Считается, что потоки подобных высокоскоростных частиц омывают Землю примерно каждые 100 тысяч лет. Самые сильные потопы из космоса могут разрушить озоновый слой и нанести ужасный урон смертельной радиации биосфере Земли. Примерно на такой сценарий указывает деформация спор древних растений, найденных в отложениях конца Девонского периода. Чтобы доказать свою версию, ученые ищут следы древних радиоактивных изотопов, которые могли попасть на Землю только в результате взрывов звезд. В контексте Девонского вымирания изотопы плутоний-244 и самарий-146 могут свидетельствовать в пользу гипотезы о сверхновой. Ни один из этих изотопов не встречается в нашей природе. Единственный способ, которым они способны попасть на Землю – космические взрывы. Таким образом, подозреваемыми в этом массовом вымирании мы определим бурную тектонику, усиленный вулканизм и даже растения, которые своей чрезмерной активностью навредили живым существам. В этот список также добавим космические силы, астероид и взрыв далекой сверхновой. Словом, подозреваемых хватает. И пока ученые с ними разбираются, пытаясь определить виновного, мы отправимся в эпоху следующего вымирания. Оно произошло 252 миллиона лет назад и стало наиболее губительным для всего живого в истории Земли. Правда, все случилось в конце периода, а до этого флора и фауна процветали на планете. Пермский период или Пермь наступил 300 миллионов лет назад.
Он был последним в палеозойской эре и продлился 47 миллионов лет до начала мезозоя. В то время на Земле в результате слияния Лаврусии и Гондваны образовался единый суперконтинент Пангея. Его омывали воды мегаокеана Панталас. Слияние континентов привело к значительному изменению климата, растительности и животного мира планеты. В предыдущем каменно-угольном периоде на Земле было тепло и влажно. На суше образовалось множество озер, рек и особенно болот. По соседству с ними росли леса из гигантских споровых растений, папоротников, плаунов. Их стволы достигали диаметра 1,5 метров, а высота 10 метров. Сквозь дымку болотных испарений виднелись прототакситес. Зеленовато-синие, коричневые, колонновидные великаны порой возносились над землей выше, чем двухэтажный дом. Наземные животные в этом призрачном мире еще были довольно немногочисленны. Но среди них уже появились настоящие великаны. Даже насекомые зачастую походили на монстров из фильмов ужасов. Так над водоемами летали огромные стрекозы Маганевритес грацилипес. Размах их крыльев достигал более 30 сантиметров. В болотах пировали не менее страшные трехметровые артоплевры, дальние родственницы наших многоножек. Гиганты каменноугольного мира возникли, скорее всего, из-за избытка кислорода в атмосфере. Его содержание в то время составляло 35%, почти на 14 больше, чем сейчас. С наступлением пермского периода количество кислорода в воздухе снизилось. Тогда огромные насекомые и другие обитатели планеты сильно уменьшились в размерах. Из-за формирования суперконтинента Пангея значительно изменился климат. В каменноугольном периоде он был примерно одинаковым по всей планете, а потом стал более холодным и зональным. Обледенела южная часть Пангеи на месте современных Индии, Австралии и Южной Америки. На полюсе тоже возникла огромная шапка снега. Внутри Пангеи образовались нескончаемые пустыни, в которых годами не выпадали дожди. Считается, что на Земле никогда не было больше пустынь, чем в те времена. И только возле океана по-прежнему сохранялись умеренное тепло и влага. В целом же климат больше походил на современный, чем в предыдущем или следующем периоде. Он разрушил старый растительный и животный мир. Папоротникам и хвощам нужна болотистая местность, в которой эффективно сходят споры. Когда болот стало меньше, сократилось число и разнообразие видов споровых. Их место заняли голосеменные растения, различные виды гинго, хвойных деревьев. Успешно заселяли континенты, похожие на пальмы-саговники, с толстыми стволами и кронами из больших жестких листьев. Животные тоже приспосабливались к окружающей среде, осваивая засушливые районы. И вскоре их расклад на суперконтиненте стал совсем иным. Прежде всего пришлось потесниться земноводным, ранее преобладающим на планете. Их влажная пористая кожа не переносила суш. Для земноводных остались пригодны лишь территории вокруг немногочисленных озер и болот. В таких условиях вымерли многие виды этих животных. Пресмыкающиеся и рептилии, наоборот, стремительно распространялись по земному шару. Они лучше других адаптировались к новой среде обитания. Сначала пресмыкающиеся были невелики по размеру и похожи на современных ящериц. Они питались в основном членистоногими и червями. Но вскоре появились крупные виды, охотившиеся на более мелких. Со временем многие из них обзавелись мощными челюстями и крепкими зубами, необходимыми для успешной охоты. Крупными животными были хищные текодонты. Рептилии внешне напоминали современных крокодилов на длинных ногах. Они, по сути, и являлись предками крокодилов, а также динозавров, птиц. Некоторые особи передвигались на двух конечностях, причем очень быстро. У добычи почти не было шансов от них ускользнуть. 4-метровые диметродоны весом до 200 килограммов тоже были одними из самых успешных хищников в Перми. Их зубы, в отличие от большинства пресмыкающихся, уже делились на резцы и зазубренные клыки. Они идеально подходили для разделки плоти. Однако основное преимущество хищнику давал огромный парус на спине из толстой кожи с шипами на конце.
Нарост быстро нагревался по утрам и давал этим хладнокровным животным возможность рано начинать охоту. Другой ужасный монстр пермского периода, трехметровая горгонопсия, была предшественницей млекопитающих. Ей не требовался утренний разогрев даже с помощью паруса. Горгонопсия была теплокровной, к тому же ее тело частично покрывало шерсть. Грозным оружием зверя являлись саблевидные клыки. Вдобавок на макушке у нее красовался шишковидный третий глаз. Этот своеобразный перископ помогал животному не пропустить рассвет, наиболее оптимальное время для активности. Казалось, ничто не помешает этим и остальным обитателям пермского периода успешно эволюционировать и дальше. Но вскоре на Земле разразилась настоящая катастрофа. Что же произошло? Чрезвычайные события вызвали активные тектонические изменения внутри планеты. Даже после слияния континентов встречное движение литосферных плит Лаврусии и Гондваны продолжилось. В результате этого процесса южная плита подныривала под северную, образуя на суше множество разломов. Особенно большие отверстия сформировались на территории нынешних Индии и Сибири. Газы и магма сквозь разломы начали выплескиваться наружу. Тех, кто встал на пути потока, ждала ужасная участь. После выбросов магмы в атмосферу попало огромное количество углекислого газа. Температура на планете выросла не менее чем на 2-3 градуса. От этого в океанических глубинах растаяли внутренние резервуары замороженного метана. Он также попал в атмосферу. Метан, один из самых мощных парниковых газов, поднял температуру еще на 5 градусов Цельсия. Водоемы на планете под воздействием тепла испарялись один за другим. Вслед за водой высохла зелень. Животные лишились среды обитания, пищи и пресной воды. Так проходило самое массовое вымирание в истории Земли – пермское. Но есть и другой сценарий великого вымирания, вновь с космическими пришельцами. Ученые записали в подозреваемый огромный астероид, который столкнулся с Землей. Катастрофа вызвала внезапный выброс метана со дна моря, изменение океанических течений, резкое повышение температуры и сухости климата. Впрочем, какая бы сила ни нанесла удар, ей удалось почти полностью истребить всех обитателей планеты. Погибло 90-95% морских видов и не менее 70% наземных. Однако небольшому количеству животных удалось выдержать губительные события конца Перми. Спаслись отдельные предки динозавров, такие как текодонты и экозавры. Они вступили в мезозойскую эру и возвели на пьедестал эволюции знаменитых гигантских ящеров древности. А путь млекопитающих к вершинам славы только начинался. Остались живы некоторые предки млекопитающих, например, маленькие цинодонты. Они в основном переждали катаклизмы глубоко в норах, где было достаточно пищи. Мы во время путешествия вряд ли заметим этих маленьких существ, вечно прячущихся в глубоких подземельях от огромных хищников. Но главное, что наши очень далекие предки перешли в следующую эпоху. В Триасовый период, первый в мезозойской эре, суша по-прежнему представляла собой единый суперконтинент Пангею, который омывали воды мегаокеана Панталас. Однако облик Пангеи со временем менялся. На ней появлялись и исчезали внутренние водоемы, образовывались горы. Так, например, завершилось формирование Уральского хребта. На планете стало теплее. Температура, вероятно, поднялась из-за большого количества углекислого газа. Он образовался в результате многочисленных извержений вулканов, вызванных движением тектонических плит. Расчеты показали, что тогда в атмосферу было выброшено 100 тысяч гигатонн СО2. Из-за глобального потепления в Триасовый период снежные шапки на полюсах растаяли. Климат стал менее зональным, его различия на отдельных участках Пангеи сгладились. Только 3 месяца в году везде длился сезон дождей. Его сменяли 9-месячные засухи. Тогда водоемы мелели и испарялись. Почти вся растительность высыхала. Большую часть суперконтинента еще покрывали бесплодные пустыни. В подобных условиях жизнь в основном сосредоточилась на берегах водоемов и невдалеке от них. Растения на планете сильно изменились. Засухи полностью уничтожили древовидные плауны
и хвойные деревья пермского периода. Правда, их место быстро заняли новые, более приспособленные к нехватке влаги виды. Появились дошедшие до наших дней туи и араукарии. Некоторые хвойные в то время были травянистыми. У них отсутствовала твердая древесина стебля. Это позволяло растениям быстрее восстановиться с наступлением сезона дождей. Также по всему суперконтиненту стали распространяться гинго и другие голосеменные растения. Однако все же доминировать продолжали семенные папоротники. Животный мир при путешествии из пермского периода в триасовый мы тоже узнаем с трудом. Когда-то земноводные господствовали на планете, однако в триасе их число продолжало сокращаться. И только отдельные виды этих животных по-прежнему оставались достаточно многочисленными. На всем континенте в болотах, озерах и реках обитали лабиринтодонты. Они одновременно походили на лягушек и крокодилов. У животных были горизонтально расположенные бедра и плечи. Их длина варьировалась от полуметра до 5 метров. Лабиринтодонты охотились на своих сородичей, земноводных и мелкую рыбу. Сами же они защищались от врагов с помощью прочных панцирей из костных пластин, покрывающих все тело. Доминировали на планете, как и в пермском периоде, многочисленные пресмыкающиеся. В триасе они сильно изменились. Великое вымирание перешагнули самые продвинутые формы животных. Среди них оказались и уже знакомые нам цинодонты. Эти близкие к пресмыкающимся существа уже были скорее далекими предками млекопитающих. Небольшие животные умели рыть глубокие норы и прятаться там днем. Покрытым шерстью теплокровным цинодонтам не требовалось разогреваться по утрам. Они могли охотиться ночью, когда спят крупные хищники. Такие качества помогли цинодонтам мелким и практически невооруженным для отпора более сильным охотникам триаса расселиться по всей планете. А нишу суперхищников заняли крокодилы, вернее их предки, крокодиломорфы, которые достигали 8 метров в длину. Огромные зубы, свирепость и сила рептилий наводили ужас на обитателей триасового мира. Предки современных крокодилов имели чрезвычайно острые зубы, что позволило им прокусывать толстые панцири других рептилий. И, наконец, в середине триасового периода появились первые динозавры. Их кости палеонтологи находят по всему миру, чаще всего на территории современной Аргентины. Ящеры сначала не были гигантами и лишь со временем прибавили в размерах. Однако это было не в триасовом периоде. Он закончился очередным массовым вымиранием. Среди морских видов особенно пострадали двухстворчатые моллюски – конодонты, известковые губки и каменистые кораллы. На суше удар сильнее всего был нанесен по земноводным и рептилиям. Исчезли с лица земли конодонты, плакодонты, парарептилии, круротарзы. Какие небесные силы попали в подозрение в геноциде на этот раз? В принципе, все то же, что и прежде. Возможно, здесь опять постарались вулканы, которые все время всплывают в качестве подозреваемых в массовом уничтожении живых существ. А мы знаем, что не бывает дыма без огня. К их интенсивным извержениям, по мнению ученых, привел начавшийся раскол суперконтинента Пангея. Многочисленные вулканы выбросили в атмосферу огромное количество углекислого газа. Это создало парниковый эффект и резкую смену климата, а за подобными изменениями обычно следует крах экосистемы. Однако, возможно, вымирание вызвал очередной удар огромного астероида. Правда, кратер от падения этого небесного тела не найден, хотя за миллионы лет его вполне мог поглотить океан. Словом, подозреваемые определены, и ученые пытаются найти среди них истинного виновного. Он уничтожил 23% всех семейств и 48% родов морских и наземных животных, но привел к освобождению множества экологических ниш. Их смогли занять динозавры и птерозавры, которые перешагнули вымирание, в дальнейшем укрепив свои позиции на эволюционной арене Земли. Они вступили в следующие периоды мезозойской эры – юрский, а затем меловой. Именно тогда мы увидим на планете густые джунгли, бескрайние зеленые саванны. Эти места служили комфортным домом для множества существ.
животные успешно эволюционировали тысячи, миллионы лет. Казалось, наземные и морские обитатели середины и конца мезозоя прочно, если не навсегда, укрепились на планете. Но в один ужасный день леса охватили пожары невероятной силы. В океане поднялась стена воды, раскаленный вихрь закружил по планете, а Земля затряслась, как в лихорадке. Множество животных сразу же погибли. Что это за катастрофа? Разве в реальности все происходит так быстро? Или мы видим кадры нового голливудского триллера? По мнению многих ученых, события действительно происходили именно так. И это было только начало кошмара. Катастрофа еще долго набирала обороты. Она уничтожила 3/4 жизни на Земле. Тогда погибли практически все существа весом более 25 килограммов. Среди них были тысячи видов динозавров. Гиганты длиной более 50 метров, травоядные хищники, с длинными, как пожарные лестницы, шеями, когтями, как у Фредди Крюгера, бронированными туловищами, парусами на спине, как спинозавры. Какая сила на границе мезозоя и кайнозоя в конце мелового периода привела к вымиранию этих существ и на несколько лет превратила планету в ядовитую грибную поляну? Чтобы лучше во всем разобраться, представим те запредельно далекие времена. Тогда распад суперконтинента Пангея в основном завершился. Планета приобрела примерно такой же вид, как сейчас, и везде кипела жизнь. В небе летали первые небольшие птицы, которые казались незаметными среди гигантских птеродактилей. В морях плавали костистые и челюстные рыбы, за которыми охотились огромные мозазавры и плезиозавры. На суше в норах прятались первые мелкие млекопитающие, размером не больше мышей. Земноводные и множество пресмыкающихся искали себе пропитание на земле и в водоемах. Однако господствовали в том мире динозавры. Они уже более 160 миллионов лет обитали на планете и в меловом периоде достигли небывалого расцвета. Но все изменил 10-километровый астероид, который рухнул в Мексиканский залив. Множество животных сразу после удара уничтожили невероятно мощная взрывная волна и пожары, охватившие 70% лесов. В Нью-Джерси найдено захоронение 25 тысяч фрагментов окаменелостей различных животных. Ученые считают, что они умерли в один день в конце мелового периода. Скорее всего, это случилось сразу после падения астероида. Его удар поднял в океане цунами высотой 100 метров. Вода затопила равнины почти всей территории будущих США. Следы волн нашли даже в Северной Дакоте. Еще по всей планете прокатились ужасные землетрясения силой до 12 баллов. Примерно 25 триллионов метрических тонн осколков, камней, сажи, пепла и угарных газов выбросило в атмосферу. Трение их частичек о воздух вызвало колоссальный нагрев. Огромное раскаленное облако понеслось вокруг земного шара, выжигая все на своем пути. В течение нескольких дней ужасный смерч уничтожил множество животных на каждом из материков. Тем временем температура на планете начала опускаться, а с неба полились кислотные дожди. Астероид попал в область карбонатных пород, богатых углеводородами и серой. Множество этих веществ испарились, и аэрозоли серы попали в стратосферу, а затем вернулись на Землю в виде осадков. Ядовитая серная кислота неделями лилась на поверхность планеты, отравив почву и водоемы. Осадки привели к окислению океанов, отчего в них погиб фитопланктон. Многие обитатели водоемов остались без привычной пищи. Вымерли белемниты, аммоноидеи и гигантские предшественники современных гребешков и ноцерамы. Исчезло примерно 60% кораллов. Значительно снизилась численность головоногих, иглокожих и двухстворчатых моллюсков. Прервавшаяся пищевая цепочка привела к гибели многих скатов, акул, челюстных рыб. Огромные мозазавры и плезиозавры напрасно плавали в поисках добычи. Океаны опустели, гигантам стало нечем питаться, потому они постепенно вымерли. Еще ужаснее было на суше. Представляете вечный холод и темноту, лишь изредка освещаемую вспышками пожаров. После удара астероида и извержений вулканов пыль, пепел, сажа плотным покрывалом окутали планету, заблокировав 50% солнечного света.
На несколько лет наступила ударная зима. Без света растения, которые зависят от фотосинтеза, быстро погибли. Засохли деревья в некогда густых лесах. Превратились в пыль папоротники в саваннах. Пришло время триумфа грибов и плесени. Они питались продуктами гниения и легко находили, чем поживиться после катастрофы. После гибели лесов и саванн первыми без пищи остались растительноядные животные. Особенно тяжело приходилось огромным динозаврам. Без свежих веток и листьев гиганты быстро теряли силы и становились легкой добычей хищников. За счет них хищники продержались немного дольше. Они убивали ослабевших растительноядных гигантов, на которых раньше боялись нападать. Но постепенно добычи становилось все меньше, и смертельный голод настиг хищников. В целом ни у кого из нептичьих динозавров не оказалось надежной защиты от голода, пожаров, леденящего холода, потоков раскаленной лавы после извержений вулканов. Ни страшные рога трицераптопсов, ни уникальный костяной панцирь анкилозавров, ни кошмарные когти терезинозавров не спасли их от вымирания. Однако астероиду не удалось полностью опустошить Землю. Самые продвинутые животные остались живы. Палеонтологи считают, что около 25% существ перенесли кратковременные и долговременные последствия падения астероида. Кто на нашей планете в меловой период оказался мегаустойчивым к ударам стихии и почему? Если брать водных обитателей, то из головоногих моллюсков выжили наутилоидеи, а также предшественники осьминогов, кальмаров и каракатиц. Многие костистые рыбы тоже прошли испытания, хотя стали менее разнообразными. Еще мало пострадали крокодилы. Они не гнушаются падалью, а ее тогда на планете хватало. Хорошо пережили катастрофу ящерицы и змеи. Исчезли лишь некоторые крупные виды, однако остались все мелкие представители этих пресмыкающихся. Им было легче спрятаться, чтобы не погибнуть от огня, низких и высоких температур. В небе начали летать птицы, им помогла пережить катастрофу способность нырять, плавать, находить убежище в воде и болотах, гнездиться в дуплах деревьев или гнездах термитов. От смертельного холода птиц защищали перья. Но настоящий триумф после вымирания ждал животных, которые миллионы лет находились в тени динозавров, млекопитающие. Мелкие и незаметные среди древних гигантов животные. Их численность мало сократилась на всех континентах. Некоторые пережили катастрофу в глубоких норах, другие внутри деревьев. Млекопитающие умели отлично приспосабливаться к экстремальным условиям, быстро размножаться и потреблять относительно мало пищи. Они хорошо переносили все катаклизмы после падения астероидов. Но впереди их ждало множество испытаний. Новые удары стихии, жестокая борьба за свое место под Солнцем, взлеты одних существ и угасание других. Однако, если мы составим рейтинг самых стойких к катастрофам животных, то победят не млекопитающие. 4 видам существ удалось пережить все 5 массовых вымираний фауны на планете. Они маленькие и незаметные, но иначе как непобедимыми киборгами их не назовешь. Целоканты. Целоканты относятся к древнему роду лопастеперых рыб, которые возникли более 400 миллионов лет назад. Их представителями сейчас являются разные виды латимерий. Многие целиканты живут в глубоководной среде, которая меньше подвержена рискам во время массовых вымираний. Особенности тела также позволили им адаптироваться к изменяющимся условиям в разные периоды эволюции Земли. Целиканты имеют уникальную физиологическую структуру, включая плавательный пузырь и хорошо развитую систему зрения для обнаружения добычи в темных глубинах океана. Эти адаптации помогли им процветать в течение сотен миллионов лет. Акулы, которые существуют на нашей планете уже более 400 миллионов лет, показали себя еще более крутыми. Они выработали целую стратегию, позволяющую им выжить во время массовых вымираний. Прежде всего, акулы едят все подряд, так что отсутствие какого-то вида пищи им не страшно. Очень важно, что у этих рыб есть различные репродуктивные стратегии, включая откладывание яиц и живорождение. Еще акулы оснащены хрящевым скелетом, который более легкий и гибкий, чем костный.
Это позволяет рыбам снизить затраты энергии на поддержание плавучести и стать редкими долгожителями на Земле. Мечехвосты. А небольших морских обитателей мечехвостов даже называют живыми окаменелостями. Они имеют тело, которое остается относительно неизменным на протяжении более 450 миллионов лет. Их жесткий экзоскелет обеспечивает превосходную защиту от хищников и экологических стрессов. Простая эффективная анатомия позволяет адаптироваться к различным условиям окружающей среды и ее изменениям. Например, мечехвосты могут жить в мелководье у берега и на дне глубоких океанов. Они способны выдержать разный диапазон температур океанических вод. Древние существа создают огромное количество потомства, что увеличивает их шансы на выживание при изменениях окружающей среды. Мечехвосты также обладают уникальной и высокоэффективной иммунной системой. Наутилусы. Еще дольше и за счет других качеств продержались на Земле наутилусы. Эти головоногие моллюски существуют примерно 500 миллионов лет, и за это невероятно долгое время отлично приспособились к глубоководной среде. Там условия относительно стабильны по сравнению с поверхностными водами. Способность жить в такой среде, возможно, помогла наутилусам избежать наиболее суровых последствий массовых вымираний. Моллюски питаются мелкой рыбой, ракообразными и падалью. Их всеядность, возможно, способствовала их выживанию в голодные времена. Но помогут ли все эти чудесные качества нашим рекордсменам пройти еще одно массовое вымирание? А оно, по мнению некоторых ученых, уже началось. Исследователи из Гавайского университета во главе с биологом Робертом Коуи установили, что с 1500 года на 7,5-13% уменьшилось количество различных видов живых существ. В среднем цифры являются достаточно высокими и в отдельные периоды даже увеличиваются. А некоторые эксперты приводят еще более ужасные данные о темпах вымирания, и позже мы об этом поговорим. На основании таких показателей ученые делают вывод, что на Земле началось шестое массовое вымирание. Хотя некоторые исследователи считают, что паниковать рано, масштаб события настораживает. Исчезновение одного-двух видов действительно может остаться незамеченным. Однако, когда речь идет о значительно большем количестве вымираний, стоит задуматься. Ученые ищут способы помешать полному исчезновению наиболее уязвимых животных, птиц и млекопитающих. Хотя шансы на успех очень низкие. Исследователи продолжают собирать подробную информацию об этих видах, в основном для того, чтобы сохранить ее для потомков. И, конечно, ищут причины негативного процесса. Его однозначно ускоряет деятельность человека. Виды сейчас вымирают в 100 000 раз быстрее, чем, вероятно, было бы без антропогенного влияния. При таких темпах, по оценкам ученых, к 2100 году может прекратить свое существование 50% всех видов животных на поверхности Земли и в океане. А это уже сопоставимо с триасовым вымиранием. Но как мы с вами стираем с лица планеты столько живых существ? Изменение климата, связанное с глобальным потеплением, отчасти дело рук человека. Огромное количество парниковых газов, удерживающих тепло, попадает в атмосферу в основном за счет сжигания ископаемого топлива. Зачастую это приводит к изменению ареалов обитания диких животных, сокращению пищевых ресурсов и другим негативным последствиям для фауны. В настоящее время океан нагревается в 10-100 раз быстрее, чем во время самого смертоносного пермского вымирания. Такие изменения намного опережают способность видов к адаптации. Маврикийский дронт или птица додо представляет собой первый в истории известный случай вымирания из-за человека. Эта нелетающая птица ростом до 1 метра и весом до 20 килограммов обитала на острове Маврикий в Индийском океане. Последние исследования говорят, что она была быстрой и сильной, а не медлительной и неуклюжей, как считалось ранее. Впервые додо увидели голландские моряки в 1598 году, а уже в 1662 людям пришлось с ними попрощаться. Все произошло из-за того, что мореплаватели привезли на Маврикий хищных животных из чужих экосистем,
и вырубили леса, в которых обитали огромные птицы. Также исчезновение додо связывают с тем, что они были слишком доверчивыми и приближались к людям, которые их убивали. Почему эти пернатые так странно себя вели? Просто у маврикийских дронтов не было естественных хищников, потому они, вероятно, не боялись незнакомцев. По этой же причине птицы потеряли способность летать. Видимо, им не нужно было ни от кого спасаться. Позже подобная участь постигла стадо стеллеровых коров. Эти странные животные паслись в водах вокруг Командорских островов. Огромные малоподвижные морские коровы достигали 8 метров в длину и веса около 4, а иногда 10 тонн. Уникальные млекопитающие рекордно быстро пострадали от человека. В XVIII веке за 27 лет их полностью истребили браконьеры, а в 2011 году исчезли западноафриканские черные носороги, и тоже из-за незаконной охоты людей. Мы с вами уничтожаем животных не только физически. Даже такие, казалось бы, безобидные действия, как переселение в новые регионы чужеродной флоры и фауны, нередко приводят к катастрофе. У новичков нет естественных врагов, потому что они быстро захватывают территории, источники питания, а местные виды не выдерживают с ними конкуренции, потому погибают. Такая история произошла с американской норкой, которую перевезли в Европу. Она распространилась по континенту и вытеснила европейскую норку. Последняя осталась только в заповедниках, например, на острове Кунашир в Курильской гряде. Символ кинжала, размещенный рядом с названием вида, обычно указывает на его статус как вымершего. Официально их зарегистрировано 777. Однако, по некоторым данным, только за последние 500 лет с лица Земли исчезло от 150 тысяч до 260 тысяч видов. Кинжалов хватит на целую армию. Виновны в безжалостной расправе над флорой и фауной планеты, как уже сказано, в основном мы, люди. А значит, только в наших силах все остановить. Но возможно ли на практике предотвратить шестое массовое вымирание? Исследователи считают, что надежда на спасение большей части всего живого на планете еще сохраняется. Однако действовать необходимо уже сейчас, иначе окно возможностей захлопнется. Методы, как это сделать, предлагаются разные. Международная группа исследователей выступает за то, чтобы оставить в диком виде всего 1,2% земель. Тогда, по расчетам ученых, удастся спасти до 75% видов растений и животных. Необходимо также сократить выброс парниковых газов в атмосферу, жестче бороться с браконьерством и принять многие другие меры. Наверное, стоит попробовать все методы. Главное добиться результата, иначе наши потомки при путешествиях в прошлое окажутся на скучной, неплодородной, пустой земле. Мы уже не раз путешествовали с вами, дорогие зрители, буквально на край света. На расстоянии 13,5 миллиарда световых лет нашли спиральную галактику Рейблс-25, очень похожую на Млечный Путь. А в 13 миллиардах световых лет любовались голубым гигантом Эарендель или утраченной звездой. Однако нередко яркие впечатления ждут нас буквально за углом. Представляете, черные дыры бывают не только в космосе. Достаточно нырнуть в земной океан, и можно познакомиться с таким монстром. Так что сегодня мы отправимся не вверх, в бесконечные просторы Вселенной, а вниз, в необъятные пучины океана, и поищем там неземные вещи. Готовьте самые крутые костюмы для подводного плавания. Спускаться на дно придется долго. Путь во многом неизведан и полон загадок. О глубинах Мирового океана, который состоит из Атлантического, Индийского, Тихого, Южного и Северного Ледовитого, ходят настоящие легенды. В его безднах якобы скрываются невероятные древние монстры, инопланетные базы и даже целые города с разумными существами. Конечно, это лишь легенды, но вот связь океана со Вселенной – вполне реальная тема. Недаром в путешествии мы во многом будем ориентироваться на НАСА и узнаем, что ищет космическое агентство в океанах Земли. Начнем свою подводную одиссею, просто выйдя на берег океана. Он всегда так прекрасен, что космические эмоции нам обеспечены. В интернете полно снимков, где водные пейзажи кажутся неземными.
Вот фото, на котором ночной океан похож скорее на инопланетный ландшафт. Здесь облака создают впечатление призрачного судна, плывущего где-то за пределами Земли. А как вам это изображение? Океан и небесное полотно слились на нем воедино, и картина получилась просто фантастическая. Конечно, такие великолепные виды еще нужно найти, поймать в объектив. Это, можно сказать, редкость. Но и в самом обычном своем виде океан завораживает не меньше. Темно-синий, голубой или бирюзовый, каким он только не бывает. А вы видели воду цвета травы? Ученые говорят, что гигантский водоем с каждым годом зеленеет. Сильнее всего это заметно в районе экватора. Снимки со спутников из космоса, которые ученые получают в последнее время, тоже зафиксировали подобный процесс. 56% поверхности Мирового океана в период с 2002 по 2022 год стали заметно зеленее, а это больше площади всей земной суши. По словам ученых, процесс может быть результатом изменения климата, причем не в лучшую сторону. Цвет океана определяется поверхностным слоем воды. Как правило, чем больше там фитопланктона, который использует зеленый хлорофилл для фотосинтеза, тем зеленее вода. И наоборот, чем меньше в воде водорослей и микробов, тем она голубее. Океан зарастает водорослями из-за глобального потепления, и это может нанести вред окружающей среде. Фитопланктон меняет температуру воды, ее прозрачность и содержание в ней питательных элементов. Исследователи уже не раз наблюдали кратковременные, но весьма печальные последствия взрывного роста фитопланктона. Он использовал все запасы кислорода в воде, оставляя после себя мертвые зоны. Из них могли выбраться далеко не все живые организмы. Так что в палитре природы зеленый для океана не лучший цвет. А как насчет кроваво-красной краски? В Тихом океане у побережья Австралии иногда создается впечатление, будто кто-то вылил в воду море свежей крови. Что за ужасная бойня там происходила? На самом деле ни о каких страшных событиях речь не идет. Всему виной опять лишь цветение редких водорослей. Впрочем, эти растения действительно не так уж безобидны, поскольку содержат паралитические токсины, смертельные для моллюсков. Для человека водоросли угрозы не представляют, но на время их цветения пляжи для отдыхающих обычно закрывают. Причина в том, что у людей с чувствительной кожей они все же могут вызвать сильную аллергию и раздражение глаз. В отличие от зловещих кровавых вод, иногда в океане возникают очень аппетитные участки. Они просто просятся на стол. Это так называемые молочные моря, обширные светящиеся области воды. Несмотря на множество фото этого явления, причины его возникновения до сих пор точно неизвестны. По одной из версий, над этим опять же поработали микроорганизмы. Продолжительное свечение молочного цвета на обширных участках воды создают люминесцентные бактерии Vibrio hervei. Словом, даже на поверхности океана во время путешествия мы увидим множество удивительных вещей. Да и сам способ передвижения для этого можем выбрать необычный. Хотите прокатиться по водной глади, не прилагая никаких усилий, без утомительных взмахов веслами, маневров с парусами, траты дорогого горючего? Это легко. 72-летний француз Жан-Жак Савен за 4 месяца пересек Атлантику в бочке, используя лишь силу океанических течений. А на плоту, по некоторым подсчетам, вы за сутки преодолеете расстояние до 200 километров. Но главная фишка в том, что если захотите повторить путешествие, то с каждым годом сможете делать это быстрее и быстрее. По мнению ученых, океан набирает скорость. Почему так происходит? И что случится с нами, если необъятная глыба воды в дальнейшем окончательно сорвется с тормозов? До последнего времени наблюдения ученых давали противоречивые сведения об изменении скорости океанических течений. Так, некоторые крупные региональные потоки, подобные Куросио в Тихом океане, показывают мало признаков ускорения. Во всех исследованиях они выглядят довольно стабильными, а известный своей силой Гольфстрим с годами, наоборот, слабеет.
По данным немецких океанологов, с середины 20 века течение потеряло 15% скорости. Теперь оно переносит на 3 миллиона кубометров в год воды меньше, чем раньше. Показатель соответствует стоку 15 таких огромных рек, как Амазонка. В то же время многие тихоокеанские течения, наоборот, усиливаются. Группа китайских ученых из Института океанологии в Циндао решила глубже в этом разобраться и составила глобальную модель изменения быстроты океанических течений. Команда повторно проанализировала старые результаты и свежую информацию, полученную от миссии Арго. Так называется научный проект, который собирает сведения о температуре океана, солености и течениях с помощью тысячи автономных ракетообразных датчиков-поплавков. Анализ наблюдений показал, что течения сейчас движутся быстрее, чем 2 десятилетия назад. В целом, во всем глобальном океане с 1990-х годов энергия передвижения воды усиливается на 5% каждые 10 лет. Причем не только в верхних водах, но и во внутренних, на глубине до 2000 метров. В целом показатель ускорения течений получился намного выше, чем можно ожидать от естественных колебаний климата и окружающей среды. Некая странная сила все быстрее и быстрее гонит воду. Ученые считают, что во всем виновато опять же глобальное потепление, которое провоцирует усиление ветров на планете. Они летят над океаном на 1,9% быстрее каждое десятилетие. Ветры увеличивают скорость течений на поверхности, а затем ускорение проникает в более глубокие воды. И все чаще глобальное потепление вызывает в зонах усиления ветров настоящие ураганы. Им посвящена совместная работа ученых НАСА и Американского национального управления океанических и атмосферных исследований. В НАСА считают, что исследование земных ураганов поможет разобраться с вихрями в космосе. Самый знаменитый из них – большое красное пятно размером с Землю, который уже более 350 лет бушует на Юпитере. Но несмотря на многочисленные исследования о его природе и причинах возникновения, наука до сих пор не дала однозначный ответ. О земных бурях известно гораздо больше. Исследования показали, что из-за роста температуры в Северной Атлантике они с каждым годом набирают мощь. Например, в 2019 году на Багамы обрушился Дориан, который стал вторым по мощности ураганом за всю историю инструментальных наблюдений. Он сносил дома местных жителей, разрушал коммуникации, число жертв удара стихии по самым оптимистическим подсчетам составило около 10 человек. Глобальное потепление также вызывает таяние ледников Арктики и Гренландии, которое в свою очередь разгоняет течение. Причем в последнее время процесс достиг пугающих темпов. К такому выводу пришли 89 ученых из 50 международных организаций, проанализировав спутниковые снимки Гренландии за последние 30 лет. Они исследовали динамику изменения береговой линии острова. Оказалось, что сейчас, по сравнению с 1992 годом, ледники там стали таять в 7 раз быстрее. За это время Гренландия потеряла 3,8 триллиона тонн льда, что соответствует росту уровня Мирового океана на 10,6 мм, а к концу 21 века он может подняться на 7 сантиметров. Под влиянием этих процессов океанические течения и дальше, скорее всего, будут набирать скорость. Однако ученым еще предстоит выяснить, насколько масштабным окажется подобное явление и каковы другие возможные причины более быстрого движения вод. Исследователи считают, что для окончательных выводов пока мало наблюдений, к примеру, за циркуляцией вод в более низких глубинах океана. Но уже сейчас известно, что с ускорением течений могут поменяться температура, соленость и другие характеристики Мирового океана. Это, в свою очередь, изменит его экосистему, которая является самой огромной в мире, и многие из его обитателей могут исчезнуть, если температура воды повысится, ведь тогда в ней станет меньше кислорода. Сейчас океан покрывает примерно 70% поверхности Земли. Огромная всемирная бочка занимает 361 миллион квадратных километров, а ее средняя глубина – 3682 метра. И везде, даже в самых ужасных безднах, есть жизнь.
При этом большая часть океана, а также его обитателей, нам неизвестны. Ученые иногда шутят, что мировой океан изучен хуже, чем обратная сторона Луны или Марс. Это вполне оправданное утверждение. Сейчас, по разным данным, необъятный водоем исследован не более чем на 2-5%. Вместе с тем, наши знания о глобальном водоеме быстро растут. Ежегодно ученые открывают примерно 2000 новых видов водных обитателей. Некоторые из них настолько удивлены, что скорее можно поверить в их инопланетное происхождение, чем в земное. Одно из таких существ получило популярность после скандала в 2009 году. Тогда в одном из океанариумов Великобритании стали бесследно исчезать морские рыбы, а большая часть кораллов была уничтожена. Работники расставили ловушки с рыболовными крючками в надежде поймать преступника. Все крючки тоже куда-то делись. В поисках виновника жестоких расправ сотрудники музея разобрали аквариум и обомлели. Из укромного уголка выполз ужасный червь бобитта. Это чудовище длиной около 1,5 метров, скорее всего, попало в аквариум вместе с грунтом или кораллами. Громадного червя в музее назвали Барри и пришли к выводу, что это он пожрал всех рыб, а также ловушки, которые успешно переварил. В природе черви боббита или морские черви тоже не брезгуют никакой пищей. Они не боятся переесть, пообедав на долгое время наперед. Зато после удачного пира черви могут обходиться без пищи около года. Эти существа обитают в теплых водах Мирового океана и к 2 годам достигают длины 2-3 метров, при диаметре не более 2,5 сантиметров. В ожидании добычи черви, живущие на глубине до 40 метров, прячутся в илистом дне. Но при необходимости жуткие создания могут внезапно выскочить вверх на 20-30 сантиметров и укусить жертву. Червь, ко всему прочему, еще и ядовит. Выделяемый им токсин парализует добычу. Он может напасть даже на человека. Его укус будет не смертельным, но очень болезненным. А вот креветка-богомол никого, конечно, своим видом не испугает. И никакой угрозы для человека этот представитель ракообразных длиной до 20 сантиметров не несет. Однако стоит богомолу щелкнуть клешней моллюска, и обед готов. Дело в том, что кинетическая сила его удара равна пуле 22-го калибра. Рыба-саблезуб, которая живет на глубине от 500 метров до 5 километров, в отличие от креветок, на вид действительно ужасна. Она обладает самыми длинными по отношению к телу зубами. Длина самого саблезуба в среднем равна 15 сантиметрам, а его зубов – целым 7 сантиметрам. Чтобы грозное оружие помещалось в закрытой пасти, в верхней челюсти рыбы есть специальные выемки. Более того, мозг существа разъединен на 2 части, чтобы зубы его не повредили. Если спуститься глубже, то можно столкнуться с еще более жуткими существами. Это настоящие призраки, хотя на самом деле никакими мистическими возможностями они не обладают. Глубоководными химерами называют хищных рыб, которые обитают на глубине до 2,5 километров. Они оснащены для охоты очень опасным ядовитым шипом возле спинного плавника. Обитают химеры там, где почти нет солнечного света. Для охоты в кромешной тьме рыбы используют что-то типа датчиков, расположенных на голове. Эти приборы улавливают даже слабые электрические импульсы от потенциальной добычи. Химеры – родственницы акул, и, как все их представители, чрезвычайно агрессивны. Укус этих небольших рыб, размер которых не превышает 2 метров с учетом длинного хвоста, равен 100 ньютонам. Для сравнения, укус домашней кошки имеет вдвое меньшую силу. Острых и вновь отрастающих зубов у химер нет. Вместо них рыбы оснащены 3 заточенными как бритвы зубными пластинами, которые буквально разрубают жертву пополам. Страшно представить, что могут натворить в таком случае более крупные акулы. Но нам, конечно, хватит храбрости, чтобы познакомиться с ними во время подводной Одиссеи. В открытых водах теплых тропических морей плавают самые большие в мире китовые акулы, которые весят до 21,5 тонны и достигают длины 20 метров. Даже их размер устрашает. А если прибавить агрессивный характер акул, встреча с таким гигантом обещает быть ужасной. Однако в случае с китовой акулой, к счастью, все будет не так.
Это очень безобидное существо, которое питается планктоном и не представляет никакой угрозы для людей. Инертная, вялая, медленно плавающая рыба никогда не нападает на человека, чем охотно пользуются ныряльщики, часто подплывающие к ней вплотную. Так что селфи с китовой акулой на память нам обеспечено. Но другие хищницы вряд ли будут такими же сговорчивыми насчет снимков на память. С ними вообще лучше не знакомиться, особенно с одним из представителей этих рыб. Большая белая акула. Вот мощь и агрессия в одном флаконе. Хотя размером рыба меньше китовой. Она считается самым грозным и безжалостным охотником на просторах Мирового океана. Хищница может учуять каплю крови среди 10 миллиардов капель воды и обнаружить движение жертвы на расстоянии до 250 метров. А мощные обтекаемые тела и острые, как бритва, зубы делают больших белых акул идеальными убийцами. Правда, они, как правило, не трогают людей. Если же такое случается, то большинство нападений оказываются несмертельными. Большие белые акулы предпочитают пожирать морских львов, тюленей, дельфинов, маленьких зубатых китов, морских черепах и даже гниющую падаль. Они могут развивать скорость до 69 км в час, что позволяет им застать свою добычу врасплох и растерзать ее одним укусом. А теперь представьте, что 3-4 таких монстра соединились в одно чудовище. Получите мегалодона, самую большую акулу из всех когда-либо существовавших. Мегалодонов считают вымершими. Но что если гиганты все еще плавают где-то в неизведанных глубинах океана? Такой обитатель наверняка натворит в водном сообществе больших бед. Даже свирепая большая белая акула, скорее всего, станет для мегалодона просто отличным лакомством. Да что там белая акула? Мегалодоны, отпетые каннибалы, не щадили и своих. В день этим суперхищникам нужно было съедать не менее 1200 килограммов мяса. Ни одно современное животное не смогло бы тягаться с этим хищником. А если так, то почему вымерли огромные и самые успешные охотники океанов? На этот счет существует много гипотез. Для нас, космических путешественников, будет особенно интересна одна из них. Возможно, с мегалодонами расправилась сверхновая звезда 2,6 миллионов лет назад. На Землю тогда обрушился плотный поток мюонов. Эти сверхтяжелые электроны, которые проходят через атмосферу с космическими лучами. Уровень радиации в мюонах, которые каждый день попадают на Землю, небольшой. Но вот их ливень способен был убить мегалодонов. И, может, гигантских монстров просто вытеснили уже знакомые нам большие белые акулы. Они как раз в это время дебютировали в Мировом океане. И пока ученые не могут сойтись во мнении, как же именно и почему вымерли мегалодоны, в процессе появляются шокирующие свидетельства очевидцев. Они утверждают, что видели мегалодонов так же близко, как сейчас к вам находится экран монитора. Австралийские рыбаки с острова Брутон, например, готовы поклясться, что они встречались с жуткими созданиями лично. Конечно, это всего лишь слова. Но в конце концов бездны океана почти не изучены. И где гарантия, что там все еще не водятся древние гигантские чудовища? Хотя в глубинах вод очень холодно, отдельные мегалодоны могли приспособиться к неблагоприятным условиям. Впрочем, у нас есть возможность больше разузнать об этом у тех, кто уже побывал на самом дне океана. И для начала поищем, где находится наиболее глубокое место мирового водоема. В последние годы океанологи с помощью новейших ультразвуковых эхолотов вдоль и поперек прочесали все водные закоулки планеты. Они определили, что в бескрайнем водоеме существуют настоящие бездонные пропасти. Такие места представляют собой разломы земной коры, которые принято называть впадинами или желобами. Пальма первенства принадлежит Марианской впадине, расположенной в Тихом океане. По последним измерениям, ее глубина составляет 11 022 метра. Представьте, в ее самом глубоком месте, бездне Челленджера, легко можно утопить величайшую в мире гору Эверест. Высота этого пика достигает 8848 метров, но до поверхности океана он, понятно, все равно бы не дотянул. К счастью, никто гору в бездну Челленджера пока опускать не додумался, но любознательные люди давно пытаются подсмотреть, что творится в ее глубинах. Американская океанографическая экспедиция из университета Нью-Гэмпшира в США с
с помощью специального оборудования обнаружила на поверхности дна Марианской впадины настоящие горы и даже 4 каменных моста, конечно, естественного происхождения, которые простираются на 69 километров. Но находятся ли эти природные чудеса на самом дне? Существуют ли в океане места глубже бездны Челленджера? На этот счет есть множество предположений, и некоторые очень интересные, хотя скорее конспирологические. Одно из них гласит, что дно Мирового океана спрятано в обычном Российском озере. По крайней мере, такую невероятную версию широко обсуждали в социальных сетях. Дело в том, что в 2003 году в Солнечногорске, в озере с подходящим названием «Бездонное», местные обнаружили спасательный жилет ВМС США. На нем была идентификационная надпись о том, что это амуниция матроса Сэма Беловски с эсминца Коуэлл, взорванного террористами в 2000 году в Аденском порту. Событие подогрело давно ходивший слух, что озеро, глубину которого до сих пор никто не смог измерить, является дном Мирового океана. Правда, дно, как у старой кастрюли, немного протекает. Вот и просачивается сквозь него вода, а иногда попадаются сюрпризы с другого конца света, такие как американский жилет. Может ли это быть чем-то более серьезным, чем пустые домыслы? В истории человечества не раз случалось, что ученые в конце концов подтверждали доводы людской молвы. Однако в нашем случае никто из компетентных специалистов пока не высказал мнение, что самым глубоким местом океана является озеро. Но кое-какая связь с этой идеей все-таки в реальности существует. Недавно международная группа ученых пришла к выводу, что дно океана на самом деле напоминает по форме огромный сэндвич, и бездна Челленджера всего лишь заканчивает первый слой этого необъятного бутерброда, состряпанного природой. На следы второго слоя большого подводного океана исследователи наткнулись совершенно случайно. Группа изучала уникальные бактерии, которые обитают в горячих термальных источниках. Микроскопические существа получают энергию, окисляя сероводород или разлагая метан. Оказалось, что микроорганизмы могут проникать на 5 километров ниже морского дна. Значит, на такую же глубину опускаются и воды океанов. Ведь без них бактерии не смогли бы выжить. Под морским дном существует еще один огромный водоем. Судя по всему, он представляет собой систему узких ходов и резервуаров, заполненных морской водой и сообщающихся с океаном. Не исключено, что под этим вторым слоем океанского сэндвича расположен и третий. Сколько всего таких слоев еще может открыть наука, и куда они ведут, сейчас представить трудно. Ясно одно – добраться до дна Мирового океана нам на сегодняшний день не удалось. Пока самым глубоким местом большинство океанологов все же считает Марианскую впадину. Причем невероятную глубину желоба подтвердили не только приборы. В эту пропасть, где давление в 1000 раз больше, чем в обычном море, с риском для жизни уже не раз спускались люди. Впервые в 1960 году на батискафе «Триест» в бездну погрузился американец Дон Уолш и швейцарец Жак Пикар. На ее дне, кроме грязи и слизи, они увидели множество плоских, жутких рыб и тени каких-то химер. В желобе нашли гигантских 10-сантиметровых амеб, называемых ксенофиофорами. Эти мутанты обладают невероятными свойствами. Они устойчивы к воздействию урана, ртути и свинца, убивающие все живое. А на глубине почти 11 тысяч метров команда обнаружила нечто еще более экзотическое. Дно оказалось буквально выслано ковром из микроорганизмов. Нижняя часть подстилки состояла из странных нитевидных кустов на подводных скалах. Судя по всему, эти наросты поставляют микроорганизмам химическую пищу. Исследователи полагают, что здесь следует искать корни метаболизма. Нечто подобное могло вызвать химические процессы, которые привели к зарождению земной и, возможно, инопланетной жизни. Речь идет о таких небесных телах, как Европа, ледяная луна Юпитера. Позже другие смельчаки замечали в самом глубоком месте океана рыб на паучьих ногах и светящихся чудовищ. Один из исследователей бездны даже пошутил, что не удивится, если однажды в ее водах будет обнаружена гигантская ящерица Годзилла, хотя никаких гигантов на дне океана пока не нашли.
Мечту о том, что мы найдем мегалодонов в Марианской впадине или других безднах, похоже, тоже пора оставить. Даже если бы громадная рыбина и приспособилась к суровым условиям дна океана, она все равно бы умерла бы от голода. Маленькие рыбешки, амебы и микроорганизмы совсем не то, что ей нужно на обед. Тем более, что даже такой скромной по размерам живности в Марианской впадине, похоже, очень мало. Да что там мало. Есть свидетельство, что там практически пусто. Известный кинорежиссер Джеймс Кэмерон в 2012 году, побывав в бездне Челленджера, заявил, что был там абсолютно один. Пучина не скрывала каких-то живых существ, а тем более монстров. Самым страшным кошмаром для исследователя стало чувство полной изоляции от человечества. Тем не менее, путешествие оказалось просто космическим. Американский кинорежиссер сравнил погружение в бездну Челленджера с полетом на другую планету. Он увидел особый, изолированный от всего человечества уникальный мир, пейзаж которого больше напоминал лунный, чем земной. В НАСА тоже уверены, что морские глубины действительно скрывают многие секреты Вселенной. В космическом агентстве подтверждают, что о Марсе и Луне сейчас известно намного больше, чем об океанском дне. Ближайшие миссии организации призваны это изменить, добившись двух целей. Первая из них заключается в том, чтобы понять природу океанов на других планетах, по аналогии с земным. С другой стороны, секреты земного океана тесно связаны с космосом. Вся фишка в том, что истоки всех наших водоемов находятся на звездах. Именно там, предположительно, рождается вода. Вот один из свежих примеров. Космический телескоп Хаббл заглянул внутрь туманности Улитка и обнаружил там молекулы H2O. Они образовались в слоях атмосферы, которые сбросила умирающая звезда. Водород и кислород в этом облаке объединились и заполнили пространство вокруг светила водой. Молекулы H2O в изобилии находят и в планетных системах, образующихся вокруг звезд. Например, они обнаружены вокруг бета-живописца. Это молодое светило возрастом 20 миллионов лет. Его окружает огромный диск пыли и газа, которое выбросило в результате столкновения комет, астероидов и формирующихся планет. В этом покрывале вокруг звезды как раз и найдена вода. По одной из версий, на молодую Землю ее также занесли кометы и астероиды. Изучив океаны на нашей планете, НАСА надеется лучше понять процессы появления воды за пределами Земли. Вторая цель космического агентства – развитие технологий для работы в экстремальных условиях во время океанических миссий. У водных глубин нашей планеты и космоса, по мнению специалистов, много общего. И там и здесь враждебная человеку среда не позволяет выжить без специальных аппаратов, хотя и разных для космоса и глубин океана. Но некоторые существа, как мы выяснили, способны выжить в подобных условиях земных водоемов. Не встретим ли мы таких экстремалов на других планетах или спутниках? У Европы, Луны, Юпитера под слоем льда, скорее всего, скрывается соленый океан глубиной от 60 до 150 километров. Он содержит вдвое больше воды, чем все океаны Земли. Солнечный свет не проникает сквозь ледяной панцирь, хоть он испещрен трещинами и разломами. В этих глубинах может скрываться кто угодно. Для поиска экстремалов в НАСА выделили в океане труднодоступную область на глубине свыше 5 километров. Ее назвали зоной Аида по имени древнегреческого бога подземного царства. Размер океанского дна в том регионе примерно равен площади Австралии. В мире существует лишь единицы аппаратов, способных погружаться так глубоко. НАСА совместно с океанографическим институтом в Худс-Хоуле, штат Массачусетс, собирается это сделать теми же способами, что и при освоении космоса. Исследователи даже употребляют термины, обычно применяемые к полетам по пространству, вроде «спускаемый модуль» и «аварийная посадка». Инженеры лаборатории реактивного движения НАСА в Калифорнии создают новый автономный зонд под названием «Орфей». Аппарат использует те же средства навигации, что и марсоход Perseverance. Он оборудован высокочувствительными камерами и датчиками, с помощью которых робот будет изучать камни, живые организмы, а также создавать трехмерные карты самых глубоких и труднодоступных участков океанского дна.
Давление в зоне Аида сопоставимо с тем, что отмечается на спутнике Европе, который находится на расстоянии 628,3 миллиона километров от нашей планеты. Роботы, предназначенные для погружения в мировой океан, теоретически смогут проделывать то же самое на Луне Юпитера. Разумеется, от робота, работающего в океанских глубинах или в открытом космосе, потребуется полная автономия. И хорошо, если он сможет самостоятельно принимать решения, находить и классифицировать молекулы ДНК, определять химический состав воды. Это сложные задачи, но в НАСА надеются справиться с ними. Орфею придется столкнуться с безумным давлением и перепадами температуры. В целом в зоне Аида она чуть выше нуля, но вблизи гидротермальных каналов может достигать плюс 370. В таких условиях может уцелеть только невероятно крепкий зонд. Особенно важны для этого очень толстые и полностью водонепроницаемые стенки для защиты аппаратуры. Чтобы Орфей выдержал нагрузку, его корпус делают из синтетической пены. Это композитный плавучий материал из эпоксидной смолы, начиненный микроскопическими стеклянными шариками. Интересно, что при создании аппарата в ход также идут остатки от постройки батискафа Deep Sea Challenger, в котором Кэмерон погрузился на дно Марианской впадины. К тому же специалисты не забывают, что на глубине темно хоть глаз выколи, так что Орфей оснастят мощным прожектором-вспышкой. Для экономии энергии робот будет включать его, только делая снимки или собирая образцы. НАСА также выполняет проект под названием SABSEA, объединяющий изучение космоса и океана. К настоящему времени агентство направило дистанционно управляемые зонды к 2 геотермальным каналам, расположенным на относительно небольшой глубине. Это подводная гора Лоихи в 30 километрах от Гавайев и гряда Горда в 120 километрах от того места, где на суше граничат штаты Калифорния и Орегон. Считается, что вулканическая активность в тех местах подобна той, что гипотетически существует в океанах на Европе и спутнике Сатурна Энцеладе. В Лоихе действительно обнаружены условия, ожидаемые для Энцелада. Температура примерно в 50-200 градусов Цельсия и давление 10-50 мегапаскалей. Программа SABSEA, кроме того, помогла ученым больше узнать о строении геотермальных каналов, химическом составе донных пород и воды, а также организмов, которые там живут. Наблюдения за изменениями температуры при смешивании разогретой вулканом и холодной воды ученые считают очень важными. Они дадут ценные подсказки для будущих исследований океанов в других мирах. Конечно, до отправки зондов к Европе и Энцеладу остаются десятилетия, но НАСА в самом скором времени надеется применить полученные знания на практике. В 2025 году агентство отправит луноход на Южный полюс Луны. Миссия, названная Viper, будет искать лед в кратере Нобеле. В дальнейшем его планируется использовать как источник питьевой воды для колонистов и сырья для ракетного топлива. На Луне робот наверняка столкнется с некоторыми техническими проблемами, аналогичными тем, что возникают при глубоководных исследованиях. В ходе реализации проекта Viper команде придется давать команды с Земли в режиме реального времени, анализировать данные и быстро по обстановке принимать решения. Приобретенный опыт при исследовании земных водоемов в этом наверняка очень пригодится. Исследователи из швейцарской высшей технической школы Цюриха, в свою очередь, тоже нашли в океане нечто космическое. Они выяснили, что не обязательно лететь куда-то в небесную даль на экскурсию к черной дыре. Ученые доказали, что уравнение общей теории относительности для черных дыр подходит и для описания определенного типа водоворотов в мировом океане. Давайте разберемся, как исследователи пришли к такому фантастическому выводу. Вспомним сначала об основном свойстве черных дыр. Их притяжение настолько велико, что с этой силой не в состоянии справиться даже свет и объекты, движущиеся со световой скоростью. Подобно космическим монстрам, некоторые водовороты затягивают окружающее вещество и долгое время удерживают его внутри себя. Из-за этого предположительно происходит утечка воды из Индийского океана в Атлантику.
Если границы водоворотов действительно устойчивы и не дают нитей в виде тонких струй воды, подобные объекты создают движущиеся оазисы для представителей морских пищевых цепей. Они даже способны влиять на изменение климата, перенося в воду разной солености и температуры. Аналогия с черными дырами позволила ученым разработать алгоритм обнаружения этого типа водоворотов на спутниковых снимках. Океанологи обработали фото Индийского океана и южной части Атлантики, там, где течение достигает района мыса Игольный. Вода идет из Индийского океана в сторону Атлантического, но у этого мыса поворачивает обратно. Во время разворота от потока отделяются водовороты, движущиеся дальше в Атлантику. Подсчитав их количество, ученые пришли к выводу, что водовороты переносят из Индийского океана в Атлантику 1,3 миллиона кубометров воды в секунду. Это около 1/10 объема потоков, перетекающих из океана в океан в районе мыса Игольный. Словом, океанские черные дыры тоже мощные, подобно своим космическим собратьям. Но как они устроены? Вместо лучей света огромные водовороты, которые движутся против основного течения, захватывают миллиарды тонн воды. Эти гиганты превышают размерами целые города. Их сила настолько велика, что у попавшего внутрь объекта нет шанса выбраться наружу. И горе тому, кто попадет в такой вращающийся поток. Человек может даже не заметить, что его несет в воронку невероятного размера. Повороты настолько огромны, что невозможно увидеть их границы, пока не окажешься внутри. Однако ученые исследовали такие вихри по данным спутников и точно определили границу некоторых из них. В настоящее время ученым удалось обнаружить 7 таких гигантских воронок. Дрейфуя по Атлантике в течение целого года, они не потеряли ни капли пойманной воды. Огромные вихри окружены сверхпрочными барьерами, где жидкость циркулирует как бы в замкнутой петле и напоминает гигантские контейнеры. Вода в этих мегасосудах сильно отличается от окружающей температурой, содержанием соли и другими характеристиками. Кроме того, океанские черные дыры невероятно стабильны и зачастую выполняют роль подводного такси. Внутри воронок различные микроорганизмы с комфортом перемещаются из одной части океана в другую. Ориентируясь на спутниковые снимки, ученые пришли к выводу, что вихри засасывают в себя воду из гигантского водоема таким же образом, как черные дыры в космосе поглощают свет. Излучение изгибается вокруг дыры и создает фотонную сферу в соответствии с терминологией теории относительности Эйнштейна для черных дыр. А водовороты в океане создают подобные сферы из частиц жидкости. Они движутся в замкнутой петле без возможности из нее вытечь. Таким образом, воронки в океане математически эквивалентны черным дырам. Специалисты надеются, что полученные результаты помогут разрешить ряд важных вопросов, в том числе влияние подобных вихрей на температуру Мирового океана. Пока исследователи предполагают, что водовороты усиливают перенос теплой и соленой атлантической воды в северном направлении. Скорее всего, таким образом они смягчают негативное воздействие таяния морского льда в условиях глобального потепления. Гравитационная дыра в Индийском океане, которую обнаружили ученые, тоже сродни космическим объектам. Скорее, ее следует назвать противоположностью черным дырам, поскольку это область пониженной гравитации. Во Вселенной гигантские молекулярные облака астрономы тоже считают гравитационными вмятинами, поскольку в них мало материи и сила тяжести там очень слаба. Однако внутри молекулярных облаков с огромной скоростью рождаются светила, и ученые даже называют их колыбелями звезд. Самая массивная коллекция молекулярных облаков в Млечном Пути – комплекс Стрелец-Б2, который формирует кольцо вокруг галактического центра в радиусе 120 парсек. Область богата химическими элементами и часто используется астрономами для поиска новых молекул. Словом, в молекулярных облаках много интересного, но из-за огромного расстояния их трудно исследовать. Ближайшее к Земле молекулярное облако Персея находится на расстоянии аж в 850 световых лет и к тому же невероятно запылено. Процессы, которые протекают в далеких молекулярных облаках, ученые во многом надеются понять с помощью гравитационной дыры в Индийском океане.
в 1200 километрах к юго-западу от Индии. Вмятина в гравитационном поле нашей планеты имеет круглую форму и охватывает 3,1 миллиона квадратных километров. Сила тяжести в той области настолько слаба, что уровень моря опустился на 106 метров ниже других мест Земли. Геофизики обнаружили гравитационную впадину в 1948 году и с тех пор пытаются объяснить причины ее появления. Наиболее обоснованный ответ появился только в 2023 году. Ученые с помощью 19 компьютерных моделей исследовали движение мантии Земли и тектонических плит за последние 140 миллионов лет. В ходе работы выяснилось, как в океане образовалась гравитационная дыра. Земные глубины просели после гибели древнего океана Тетис. 180 миллионов лет назад такой водоем существовал между суперконтинентами Лавразией и Гондваной. Тетис находился на куске земной горы, соскользнувшем под Евразийскую плиту во время распада Гондваны. Когда это произошло, раздробленные фрагменты коры погрузились глубоко в мантию. Около 20 миллионов лет назад куски приземлились в самых нижних областях мантии. Они вытеснили материал высокой плотности, происходящий из так называемого африканского пузыря. Это компактное скопление кристаллизированной магмы под Африкой, которая в 100 раз выше горы Эверест. Шлейфы магмы низкой плотности поднялись и заменили собой более плотный материал, уменьшив общую массу региона и ослабив его гравитацию. Ученые еще не подтвердили свои модели данными землетрясений, которые послужат проверкой существования областей низкой плотности под дырой. Тем не менее, исследователям уже понятно, что магма Земли полна странных сгустков. Они нестабильны и постоянно то пропадают, то появляются в самых неожиданных местах. И в этом проявляется сходство нашего мира с Марсом. Под поверхностью Красной планеты также выявили сгустки всевозможных форм и размеров. В основном они похожи на капли, но не всегда. Среди них, в частности, бросается в глаза странное уплотнение в виде собаки, погребенное под Северным полюсом. В этой области плотность почвы на 300-400 километров на кубический метр выше, чем вокруг. На новую карту гравитационных аномалий Марса внесены 20 плотных сгустков в бассейне Бореалис. 3 миллиарда лет назад там было морское дно. Исследователи не имеют четкого представления, откуда взялись загадочные капли, и рассчитывают это выяснить в ближайшем будущем, а заодно приблизиться к разгадке тайны гравитационной впадины в Индийском океане. Конечно, нам еще долго предстоит осваивать мировой океан, но уже сейчас нужно обратить внимание на один важный аспект. Гигантский водоем срочно нуждается в нашей защите, причем от самих же людей. Именно мы с вами катастрофически засоряем его воды. Ученые из Австралии и Канады рассчитали объем пластиковых отходов, которые попадают в океан и опускаются на дно. Там, предположительно, находится от 3 до 11 миллионов тонн пластика, из них более половины на большой глубине. Мусор погружается вниз почти на 200 метров, в основном вокруг континентов. Это загрязнение способно уничтожить обитателей морской среды, поднять температуру воды, окислить ее. В результате наш гигантский водоем может изменить климат на планете, ускорив глобальное потепление. Тогда, в далеком будущем, океаны окажутся под угрозой полного испарения воды, как когда-то, предположительно, случилось на Марсе и Венере. Теперь это сухие, безжизненные миры. Так что история океанов – это история жизни. Мы ищем ее прежде всего на далеких планетах и лунах, которые содержат признаки большого количества жидкой воды. Астрономы называют эти места океаническими мирами. Кроме спутника Юпитера Европы, о котором мы говорили, в Солнечной системе к таким объектам относятся луны газового гиганта Ганимед, Каллисто, карликовая планета Церера и другие небесные тела. У звезд за пределами Солнечной системы астрономы также находят планеты-океаны. Самая экзотическая из них – GJ1214b. Она, скорее всего, состоит из густого водяного пара с небольшой примесью гелия и водорода. Это горячий мир с температурой поверхности около 200 градусов Цельсия.
Ученые считают, что вода на раскаленной планете находится в таких экзотических состояниях, как горячий лед или супержидкая вода. Подобного не встретишь на Земле. Но во время путешествия мы еще раз убедились, что наш океан не менее прекрасен. Если о нем заботиться, Земля останется в крутой компании голубых водных миров и будет дальше служить надежным домом для всех живых существ.